Друзья, всем привет! Как меня слышно? Дайте знать в чате. Поставьте плюсики, если меня слышно и видно. И будем начинать. Отлично, вижу, что меня слышно и видно. Еще раз всех приветствую. Сегодня у нас по счету 28-й стрим, начиная от стримов автоматика. 28-й стрим. Сегодня у нас будет очень много тем. Часть этих тем вы сейчас видите на экране, но практически все темы. Есть единственное на экране последней темы нет. Поэтому, в принципе, их можно и не перечислять. Мы по традиции начнем с автоматика и закончим уже с второй половины этого стрима Conf.ui. И, в общем-то, начнем, естественно, по традиции с теоретических каких-то вопросов, которые у нас возникали вот у курсантов в процессе этой недели. Приходит, опять же, много новых людей, и у всех все равно возникает общий вопрос, что такое Stable Diffusion, что такое Excel, то есть люди путаются. И сейчас я так кратко пробегусь все равно по теоретической вот этой части, что такое вообще вот сами по себе вот эти вот модели обозначают. Давайте я начну с таких вот вопросов. Смотрите, вот был такой вопрос. Так, давайте я переключусь. Был вот такой вот вопрос. Какие маркировки у моделей существуют? SD, InPainting, SD3, Excel, Lightning, Hyper, Turbo. Очень много различных моделей есть. Они вот по-разному называются, люди в них путаются. Смотрите, давайте я перейду на страницу Civitai. Civitai – это платформа, с которой вот эти вот модели скачиваются. В основном вы можете найти вот эти модели вот здесь. То есть Models, да, можете здесь. То есть вот здесь выбираете Models и пишите через поиск, например, Juggernaut Excel. И здесь вот есть модель, допустим, Juggernaut Excel, и у нее есть вот разные вот такие вот подмодели. То есть у нее есть, это как бы общее название, и у нее есть модель, например, Hyper, есть там Run Diffusion, есть Lightning и так далее. Давайте начнем с того, что самая популярная модель, которая на сегодня есть, наверное, популярность постепенно она, конечно, теряет, это модель SD, она называется, маркировка такая вот SD, обычная. Эти модели вы можете найти вот здесь, вот, например, смотрите, я просто сейчас на основную страницу перехожу, и вот практически любая модель, наверное, самая популярная, это будет, скорее всего, SD. SD – это модель 1.5. Давайте я открою вот прямо сейчас любую просто модель. Так, не туда тыкнул пони. Так, у меня какой-то, наверное, фильтр здесь стоит. Ну, давайте я вот так вниз, вверх, наверное, листану немножко. Models выберу. Models. И вот прямо, да, первая модель. Realistic Vision, наверное, вот, или там вторая, третья, они все, по-моему. Видите, они маркируются SD. SD 1.5. Вот Hyper еще что-то пометили. Это, кстати, на 1.5 в первую вижу, надо потом посмотреть. Но в любом случае, это модель SD 1.5. То есть Hyper даже тут уже не важно. База именно 1.5 это. И эта модель более простая, то есть она по нагрузке на видеокарту более простая, то есть меньше ресурсов видеопамяти расходуется с ней. В общем, работать с ней проще в видеокарте. Дальше у нас есть модель InPainting, это тоже модель SD 1.5, и вот эти модели, да, вот видите, здесь у Realistic Vision есть различные модели, и вот есть вид модели InPainting, видите, вот маркировка InPainting. Переходим сюда, и эта модель предназначена для работы в InPaint на базе SD 1.5. Это, наверное, самая популярная модель для работы в InPaint, которая есть. Она быстрая, она, в принципе, хорошо и качественно работает. Я имею в виду не только вот Realistic Vision, это, да, вот эту вот серию. Я, например, Juggernaut 1.5 использую InPainting модель, мне она нравится. В принципе, это, наверное, тоже может быть нормальная модель. Вот, то есть, это как бы модель 1.5 InPainting, да, маркировка вот. То есть для работы в InPaint. Дальше у нас есть маркировки Stable Diffusion 3. Давайте попробуем какую-нибудь модель найти. Stable Diffusion 3, наверняка здесь уже они появились, потому что правообладатель, он вот эти вот вопросы с правами, по-моему, порешал, и теперь все это проще. Так, нет, это, наверное, какой-то Y, но смотрю, самой Stable Diffusion 3 именно... вот какие-то есть. Нет, апскейлеры, не знаю, модели
может быть, здесь пока их и нету, но такая модель существует, то есть Stable Diffusion 3 – это прям совсем новая модель. Вот она, в принципе, пока существует только, вот, по-моему, в одном виде, то есть именно как модель Stable Diffusion 3, inpainting, там никаких вариаций пока, по-моему, еще нету. И вот вторая, да, я так перешел как бы через модель XL или SDXL, то есть после SD 1.5 дальше вот уже по популярности идет SDXL, то есть это уже последующее такое вот поколение моделей. SD3 это уже самое последнее сейчас поколение моделей. Я просто почему так перебежал через XL, потому что по XL достаточно много различных моделей, и я хотел вот в ней как бы немножко вот углубиться. Давайте я обратно вот сейчас вернусь на Juggernaut тот же самый, да, Juggernaut XL. И вот XL или SDXL, видите, вот база SDXL, то есть не важно, что там Hyper какой-то, Lightning будет написано, основное это база SDXL. Вот эта модель, она бывает уже в разных вариациях. Бывает модель основная SDXL, то есть это вот, например, Juggernaut X, она есть, кстати, вот X, обычно XL их маркируют, XL, вот X это, наверное, скорее всего, то же самое, здесь подразумевается. То есть, это именно у Juggernaut, почему-то такая маркировка X. Так вообще XL их очень любят называть, то есть не полностью SDXL пишут, а именно XL. И это полноценная модель SDXL. Также есть тут модели Lightning. Вот есть такую вот заметку, видите, Lightning. Это модель для быстрой генерации, то есть меньше количество шагов генерации, там в несколько раз, то есть от 8 там, до 12 шагов генерации достаточно, чтобы что-то сгенерировать. Вот. И еще бывает вот более поздняя уже версия модель быстрой генерации, это Hyper. Вот такая вот заметка есть Hyper. Это модель тоже для быстрой генерации, но уже последующее поколение. Кстати, оно по качеству не лучше, то есть оно просто немножко, вот эта модель, она немножко какие-то такие своеобразности имеет, она более такая, мне кажется, какая-то резкая какая-то. Вот. Но вот Lightning, мне кажется, получше все-таки, она помягче изображение там как-то делает, более они какие-то, мне кажется, презентабельные после нее, даже при меньших этих генерациях. Вот. И, наверное, из таких популярных моделей это и маркировок, это, наверное, все. И вот, может быть, вы еще встречаете или где-то встречаете вот маркировки FP16. А вот если нет никакой маркировки, да, там, в принципе, наверное, вот эти все модели, они и так FP16, я, честно говоря, не уверен. Но вот FP16 – это точность. То есть это точность после запятой, да, при вычислениях. Вот бывает 32 знака точность после запятой при вычислениях, да, вот, модель это же как бы вычислительная какая-то система, она что-то вычисляет. И вот бывают модели как бы урезанные по точности. FP16 это урезанная по точности, то есть 16 знаков после запятой. Эта модель, естественно, меньше весит, в 2 раза меньше весит. Вот. И вот эта маркировка, в общем, означает то, что это такая урезанная модель. По качеству вы можете, в принципе, разницу не заметить. Между FP32 никогда не маркируется, то есть по умолчанию они все, по-моему, FP32. Вот FP16 это уже вот отдельно как бы маркируются обычно модели. То есть урезанные по точности. Но вы, в принципе, можете этого не заметить. То есть разница настолько мала, что она не бросается особо в глаза. Бывает еще FP8, сейчас начали появляться такие модели. Вот когда только они выходили, разница была заметна, то есть там прям похуже, прям какие-то качества генерации. То есть оно, изображение модель точнее генерирует изображение такое же, в принципе. На одном и том же сиде такое же, но вот именно качество изображения, оно становится немножко похуже. Вот на FP8, по крайней мере, такое вот было поначалу. Сейчас я не тестировал, честно говоря, не уверен, что оно реально вот так хуже. Там бывают еще всякие там квантованные модели, там они уже по-другому, как бы, точность там целочисленная берется. Вот, но это не столь важно, потому что таких моделей практически нигде не встречается. Я даже не знаю, где вам маркировку такую показать. Вот, по поводу VAE, да, бывает модель обозначена каким-то маркировкой VAE, да, то, что в ней VAE какой-то есть. На самом деле в любой модели есть VAE, то есть неважно там, то есть она маркирована или нет, то есть не бывает, в принципе, моделей без VAE. Бывает просто, раньше вот такое было, что бывают модели с плохим VAE. Вот если модель с плохим VAE, то эта модель как бы она, к ней придется еще дополнительно подключать VAE. В автоматике это делается вот так, вот здесь SD VAE, да, вы выбираете просто. Самый простой пример, модель с плохой VAE, это модель Cardos Anime, да, вот она модель Cardos Anime. И вот когда вы на ней генерируете, вы точно заметите, если вы non-VAE выбрали, то вы точно заметите, что
изображение такое серое, бледное какое-то. И когда вы выбираете VAIA 840, это как раз-таки VAIA для модели 1.5, выбирается, VAIA не разные бывают, для 1.5, вот 840 3.0 VAIA. А для модели SDXL, оно так прямо называется, SDXL VAIA. В ConfUI то же самое. Этот, кстати, урок, он, в принципе, будет полезен и для тех, кто ConfUI изучает, и для тех, кто автоматик. То есть сейчас теоретически такие вот вопросы общие. То есть VAIA везде есть, но бывает плохой, но это очень редко. То есть в большинстве случаев вот в нормальных моделях VAIA, в принципе, нормальный, и его не надо выбирать. То есть если там нормальный VAIA, просто выбирайте non. В этом случае у вас не тратится дополнительная видеопамять, не тратится время на загрузку этого VAIA, то есть смысла никакого вообще нет. Вот, Cardoso Anime, это, конечно, не самая лучшая модель, она там в курсе, я на ней пример привожу по автоматику. По-моему, не помню, по ConfUI есть, там у меня где-то пример на ней нет, но вот просто про нее помните, что вот прям пример плохого VAIA, такое бледно-серое изображение. Еще бледно-серое, понятное, изображение может быть из-за некачественного промпта, если вы недостаточно хорошо описали промпт, и он такой как бы непонятный для модели становится. Если нет негативного промпта, тоже как бы... То есть вы можете, может быть, очень мало в позитивном промпте написать, но в негативном можете выбрать какую-то такую заготовку, Negative XR, да, вот такую большую, и у вас промпт будет, в принципе, все равно качественный. То есть он здесь обрезает самые такие плохие моменты. Это больше касается модели 1.5, но SDXL... На SDXL, мне кажется, в большинстве случаев у вас изображение нормальное получается. То есть модель более уже такая продвинутая. Так, вот про маркировки, наверное, все. То есть здесь вот нет маркировки VAIA, да, но бывает. Но по сути дела VAIA есть в любой модели. Так, какие модели универсальные? Стоит ли качать большую коллекцию моделей, чтобы она прям вот была большая, да? Смотрите, модели не обязательно качать большую коллекцию, достаточно определиться с тем, что вам нужно. То есть вы, во-первых, наверное, не работаете просто во всех стилях. То есть это раз, и есть универсальные модели. Вот смотрите, Juggernaut модель, это, в принципе, я считаю, не такая уж универсальная модель. Давайте я покажу на своем автоматике, я вот его открою. У меня есть очень много различных моделей, не из-за того, что они все нужны, из-за того, что я просто, вынужден работать с большим количеством моделей, чтобы там тестировать, какие-то там операции делать с ними там, то есть реально я их все не использую. То есть вот если для своих целей мне в большинстве случаев хватает Realvis XL V4, это хорошая модель, это SDXL модель. Вот она генерирует хорошие портреты, хорошую фотореалистику она генерирует. Также она очень здорово понимает промпт, это тоже очень важно, потому что модель может плохо слушаться промпта. Это касается и SD 1.5 модели, и SDXL. Вот Realvis XL нормально слушается промпт, это тоже важный параметр при выборе универсальной модели. И эта модель, в общем-то, в разных стилях позволяет вам генерировать. То есть вы можете мультяшку сгенерировать, можете фотореализм сгенерировать, и то работает. А для моделей вот сложнее, мне кажется, генерировать такой фотореализм, прям вот там, фотореалистичный, скажем, портрет какой-то. Это достаточно, не каждая модель такое может сделать. А некоторые модели здорово арты делают. Сегодня мы рассмотрим, у нас сегодня в темах есть заявлено, как, то есть мы посмотрим различные модели, я вам прям пример приведу, сейчас не буду в это углубляться. Вот для SDXL я посоветовал Realvis XL V4 модель, можете вот здесь ее найти, прямо так вбивайте Realvis XL V4. Но у меня в уроках это все есть, я думаю, вы должны эту модель найти, просто проходя курс, то есть и по ConfUI, по автоматику это точно вам должно встретиться. Немножко сегодня цветает, тормозит, и вот медленная прям работа у него. Я заметил, я еще до стрима открывал, то есть не быстро он что-то сегодня работает. Ладно, давайте я пока переключусь. Смотрите, InPainting модель я выбираю тоже. InPainting модель вам по-любому нужна. Это модель 1.5 и Juggernaut Optimus InPainting нормальная модель. Juggernaut Optimus. Вот, тоже ее можете на CVTI найти. Не XL, это 1.5 именно модель. И как универсальная модель для SD 1.5 я тоже вот для себя выбрал, например, модель Juggernaut Reborn. Я модели 1.5 использую в большинстве случаев не для генерации, а для апскейла, для каких-то доработок, скажем. Естественно, для InPaint тоже. Вот, как правило, я генерирую на модели SDXL.
У меня вот тут есть разные модели, но сегодня мы коснемся, я сейчас не буду просто углубляться, просто другие. Если хотите универсально, вот я назвал вот 3 модели, которые вам, ну, может быть, следует с них начать, то есть посмотреть, они именно универсальные, понимают различные стили, они вам закроют большинство потребностей. Модели SD 1.5, вот в отличие от SDXL, они со стилями немножко как бы менее универсальные всегда. То есть поэтому вот если SDXL, оно может перекрыть прям большое количество моделей по стилям. Если вы хотите генерировать именно на модели SD 1.5, вам, скорее всего, придется по стилям скачивать модели. Вот LoRa, конечно, да, LoRa они перекроют большинство задач тоже. Это хорошие модификаторы моделей, то есть они перекроют большинство задач в плане вот как бы модификации по стилям, да, там вам нужно в какой-нибудь там мультяшку в определенный стиль, да, уйти. Так вот, так и не загрузился. Цветай. Ну вот что-то... вот Realis XL V4, вот такая модель. Здесь, смотрите, кстати, последняя Lightning, это обращайте внимание, и я не про нее говорю, то есть вот про вот эту модель. Beckett Y она называется, да, ну, то есть... Ну, Y в любом случае везде есть, именно в версии 4, то есть полноценная модель SDXL. Это вот модель, которая по умолчанию у вас откроется, это Lightning. То есть Lightning для быстрой генерации, там, для апскейла, для различного пригодной модели. Но, еще, кстати, турбо-модель, да, я вот про нее не сказал. Вот пометка турбо – это вообще для быстрой генерации, буквально 2-3 шага вполне достаточно для генерации. Но качество, естественно, будет страдать. То есть это именно для быстрой работы, для быстрой генерации, но в ущерб качеству всегда. Вот. Но работает там чуть ли не на телевизорах там современных, там даже, может, уже там какие-то китайские показывают телевизоры, они могут там генерировать изображения, они вот основаны на турбо или LSM, те же самые модели быстрого согласования. То есть турбо, оно, в принципе, пошло после появления LSM LoRa специальных моделей быстрого согласования, который позволяет, в общем-то, на меньшем количестве шагов генерировать там от 1 до 3 шагов вполне достаточно для генерации. Скорость, естественно, очень сильно возрастает. Так, по поводу вот универсальных моделей, 3 я сказал, остальные мы сегодня еще рассмотрим. Давайте дальше посмотрим ControlNet модели, вот тоже спросили ControlNet модели, что с ними делать, то есть какие оставлять, какие нет. Давайте я сейчас прямо открою вот так вот папку. Это папка автоматика. В Config есть тоже папка Models, и есть папка ControlNet, то есть, по сути дела, у вас все одно и то же получится. То есть, переходите в Models, ControlNet, и на автоматике, на Config модели лежат в одном месте. Вот такой вот набор моделей, ControlNet, гигантский, да, большой. И вот какие вообще тоже, какие маркировки у этих ControlNet моделей? SD 1.5 маркировка, это для моделей 1.5, ну тут все понятно. Вот, есть маркировка XL, SDXL, это модели для SDXL. Вот. По поводу расширения, да, расширения есть SafeTensors, это сама модель. Есть еще вот, бывает рядом с моделями 1.5 особенно лежат модели, вот, точнее, конфигурационные файлы, которые имеют расширение YAML. Вот такой вот, это маленькие такие вот килобайтные какие-то файлы, они должны одинаково, по идее, называться, то есть эта модель и эта должна одинаково называться. Насколько они сейчас нужны, я не знаю, честно говоря, раньше нужны были. Вот, и раньше, когда вы, например, если давайте сейчас открою я автоматик, раньше, если вы, например, автоматик открывали, да, ну, открывали ControlNet, да, сейчас перейдем к ControlNet, выбираете какой-нибудь это пресеты, да, пресеты это не модель. То есть выбираем пресет, допустим, Kenny, да, и раз у нас сразу, видите, вот я выбрал пресет, у нас загрузился препроцессор, у нас здесь, кстати, фильтр еще сработал, препроцессор только Kenny доступен, и еще там Invert. И загрузилась, опять же, фильтр для модели, да, SD почему-то 3, тоже вот фильтр попадает, я, кстати, заметил. Вот, и модель SD 1.5 Kenny тоже. То есть она вот в этот фильтр попадает. Но сейчас я так понимаю, что попадает это все не только из-за этого конфигурационного файла. Я думаю, что не нужен этот конфигурационный файл, и ничего, наверное, страшного не будет, если вы их не скачаете. Важно только, чтобы модель называлась правильным именем. То есть какие-то названия в ней должны присутствовать, лучше прямо называть вот оригинальными именами. Я чувствую, вот наверняка SD 1.5 должно присутствовать, чтобы она в фильтр попадала. Скорее всего, поменяли вот эти фильтра, и теперь, когда вы выбираете вот этот вот фильтр, все это попадает, мне кажется, в фильтр просто вот по каким-то таким вот небольшим названиям. SD 1.5 должно, наверное, быть. Ну, я не уверен, что вот именно так. Я всегда модель называю именно правильным именем, как она называется официально. То есть, поэтому точно проблем никаких не будет. YAML тогда в этом случае тоже, по-моему, раньше был не обязательно, но я думаю, сейчас не обязательно.
То есть просто от себя как бы не парите, просто называйте и нормальными именами эти ControlNet модели, как они называются там на официальных страницах. Ну или, к примеру, с моих, если вы у меня скачиваете, да, у меня они называются точно правильно. Это 1.5 SDXL или XL модели. Они точно это, они, видите, как маркируются. Кстати, этот XL, вначале это я сам ставлю. Модель вот так называется вообще, вот так вот. То есть она называется где-то внутри, там название XL присутствует. SDXL, как правило, тоже не пишется, просто XL. Так. Сейчас вопрос такой, да, задали. Подскажите, пожалуйста, вот эти модели куда положить? У меня в ControlNet лежат. Так, это модели, которые вы сейчас, это сейчас в чате по автоматику. Смотрите, эти модели, которые вы сейчас показали, это не ControlNet модели, это чекпоинты. Чекпоинты у нас лежат в папке. Смотрите, Models, Stable Diffusion. И вот сюда кладете. Хотите папку какую-нибудь создайте. Папка для модели 1.5. Можете создать папку для SDXL модели. Это будет правильнее. Вам будет проще потом находить. Они у вас будут как бы в начале имя иметь SDXL в автоматике самом. А вот эти модели надо именно по этому пути. Model Stable Diffusion положить. Это не ControlNet. То есть ControlNet вы просто посмотрите. Сейчас я это показываю, да, как они называются. То есть Control, там название какое-то. IP-адаптер. Есть маркировка, это IP-адаптеры. Есть маркировки, там Lightning всякие, есть маркировки OpenPost, Kenny, то есть модели это такие имена имеют. Также еще бывает маркировка T2I адаптер, это сторонний производитель этих адаптеров, разработчик, точнее, да, разработчик, правильно сказать, адаптеров. Тоже, кстати, неплохие адаптеры он делает, но эта маркировка T2I адаптер, это уже сторонний адаптер, то есть не такой классический, как 1.5. XL, T2I адаптеры, да, просто ControlNet SD 1.5 XL, IP адаптеры, что еще у нас бывает, Face ID, это, сейчас он не особо популярен, смысла особо именно в Face ID нету, есть более популярные Inside Face, также Pull ID, такие Inside Face, мне кажется, все-таки по точности лица он более правильный, но Pull ID кому-то, может быть, тоже пригодится, потому что он более свободно генерирует. То есть там карты он не ограничен лица. Потом, что еще, какие еще маркировки есть, да, Instant ID, наверное, все. Название моделей Depths, вы их можете, Kenny популярные, Shuffle, там, Tile, да, вы эти все модели можете всегда посмотреть в автоматике. Открывать автоматику, они пресеты, да, это пресеты. Самые популярные модели. То есть, по сути дела, Kenny, Depths, IP-адаптеры, InPaint модель, Instant ID, Instrict Pick-to-Pix, LineArt. Но я их перечислять просто все не буду. Вы можете посмотреть. И эти названия, когда вам будут встречаться, в этом списке моделей, вы уже можете для себя понять, то есть, какая модель для чего. То есть, Depths для карты глубины, там, QR-код для QR-кодов. Такая, раньше была такая прям... То есть популярная модель, там, когда все эти QR-коды рисовали. Сейчас популярность ушла этих QR-кодов как-то. Наверное, так. Давайте к следующему вопросу перейду, чтобы долго не задерживаться, а то у нас есть люди, которые все это знают уже, и им будет просто неинтересно. Что такое VAI, да? Давайте, я говорил, что такое VAI, да? У нас VAI здесь выбирается. Почему изображение бывает, получается серым в Cardos Anime, да? А с VAI, когда мы выбираем, оно становится качественным таким, сочным таким, ярким сразу. Дело в том, что этот VAI – это кодировщик изображений, то есть он кодирует изображение в латентное пространство. В латентном пространстве у нас это изображение генерируется, полностью модель с ним работает только в латентном пространстве, никогда она не работает с картинкой, как Photoshop, да, мы в Photoshop можем рисовать, то есть привычно глазу, да, и можем это все видеть. А в латентном пространстве, точнее, модели, они не работают с привычными такими изображениями. Дело в том, что латентное пространство, оно в разы меньше, намного меньше. Если бы модель работала именно с таким большим изображением, у нас бы такие бы компьютеры нужны были здоровые, что ни один из наших бы компьютеров точно и видеокарт не потянули бы такой размер. А латентное пространство, оно намного меньше, и в нем работает. То есть это код, грубо говоря, закодированное изображение.
Вот для того, чтобы закодировать, нужно обязательно VAI. В любой модели VAI встроен, и VAI можно выбрать отдельно, да, вот это VAI модели. Они лежат на всякий случай, давайте я вам покажу тоже, где эти модели. В папке Models, естественно, все модели в автоматике, и в Config тоже практически все, почти все, лежат в папке Models. Вот оно VAI, да, название VAI, да. Открывайте, вот они, две эти модели. Модель SDXL и модель 840.3.0, ну вот оно так называется. То есть вообще по логике, конечно, 1.5 бы она называлась, и тогда вопросов было бы меньше. Но называется вот так вот. 840.3.0, просто привыкните, это модель для SD 1.5. Вот. Давайте перейдем обратно. То есть и для того, чтобы нам это изображение после его создания увидеть, нам нужно его опять же раскодировать, то есть декодировать, да, перевести его обратно в картинку, чтобы мы могли глазом увидеть уже это изображение. И вот, соответственно, вот VAI занимается и кодированием, и декодированием. Если VAI будет плохой в модели, то вы уже знаете, что получите: серое бледное изображение. Если это так, то просто выбираете вот здесь VAI сторонний. То есть VAI можно отдельно подключать, можно использовать из модели. Вот в конфе это более наглядно и понятно. Там видно прям, откуда вы загружаете, все это подтягиваете. Я думаю, там у людей вопросов не возникает, потому что уже понятно, то есть, что это все загружается вот из модели. А в автоматике этого все не видно, и, ну, естественно, возникает вопрос. Очень много различных параметров, и это все сбивает, конечно, с толку поначалу. Вот, но просто знаете, да, вот VAI вот такая штука, то есть для кодирования, декодирования изображений. Давайте переходить дальше. И у нас, значит, по поводу ControlNet я еще один момент не сказал. Вот недавно буквально появился новый ControlNet. У него, я не знаю, какое у него, честно говоря, название. У него названий, по-моему, много. То есть ControlNet All-in-One он называется, ControlNet++, он еще называется, ControlNet Union. Это все он же. Как бы это все одно и то же название. Можем вот так вот через поиск набрать, например, ControlNet++, да, сейчас посмотрим, нет, такой не подтягивает. Давайте All-in-One. Нет, такой тоже не находит. Тогда Union, наверное. А, вот он, да. Ну, видите, через поиск он как Union находится. Наверное, надо все-таки его Union правильно называть. Но здесь, видите, у него какие-то разные названия. ControlNet++, ControlNet All-in-One. Честно говоря, я назвал All-in-One. Мне так как-то привычней. Но, наверное, Union надо назвать, чтобы... То есть правильно называть так, чтобы через поисковик он находился. Просто когда я говорю, да, чтобы было проще потом найти. То есть в поисковик вышли, нашли, и, ну, значит, Union, по идее, вот такое у него название. SafeTensor, естественно, вот такая вот модель. Про нее идет речь. И вот эта модель для SDXL. Она для SDXL и заменяет как бы практически весь пакет моделей. То есть вы на 2,5 гигабайта можете скачать вот эту вот модель, переименуйте его только нормально. Смотрите, кстати, здесь появилась это еще новая, мы сегодня про нее проговорим, сравним. Это Pro Max называется модель. А вот это просто первая, которая вышла. Вот этот Pro Max в некоторых случаях немножко получше, в некоторых случаях, может быть, немножко вот это получится. Но тут надо смотреть, я сегодня покажу вам, посравниваю. Вот. И вот эта модель, в общем, для SDXL, она занимает кучу различных моделей. У меня на All-in-One называется, ну, здесь видите, Union. Как создавать бэкап, да, вот еще давайте прям быстро тоже пробежимся. Смотрите, вот просто тоже кто-то спрашивал, как бэкап, да, делать. То есть смотрите, вот вы можете просто взять, зайти в корневую папку, вот так взять все правой клавишей и просто заархивировать. Это неправильно. То есть если вы так сделаете, у вас в архив впадут все модели. Вы просто посмотрите, вот объем. Ну, здесь сейчас объем вы не увидите, потому что у меня символические ссылки. Реально здесь, ну, моделей очень много. То есть если я перейду в папку Models, то у меня есть чекпоинты, там колоссальное какое-то количество будет объема данных, потому что символические ссылки, они здесь определяться при архивации как настоящие модели. То есть они у вас прям будут архивироваться по полной. То есть там у меня 100 гигов, допустим, или там 200, и они прям все будут 200 гигов, то есть архивироваться. Это вообще так делать нельзя. Вот просто привыкните, что ControlNet модели вот эти вот Stable Diffusion, вы их по-любому храните где-то отдельно. Я делаю вообще по-другому. У меня отдельно есть папка. Вот, допустим, у меня AI, да, вот это прям диск отдельный для Stable Diffusion, вообще для всех этих нейросетей. То есть 2 гигабайта я SSD-шку себе купил. Вот
на ней у меня все как бы есть. У меня есть для автоматика именно конкретно есть вот такая папка, SD-файл она называется. В конфе, вы знаете, я прям с этого момента прям сразу начинаю. В автоматике в курсе, там есть в самом конце урока, как это все оформляется. То есть отдельная папка, сюда я помещаю прям папку Models, и сюда я еще отдельные какие-то outputs там помещаю, эмбеддинги, экстеншены, кстати, я отдельно сюда тоже помещаю. Я их не архивирую обычно. Но иногда архивирую. То есть самое основное, не архивируйте папку Models, прям удаляйте ее вообще. То есть вот захотели сделать бэкап, вы ее переместите, сюда ее вставьте символической ссылки, и отсюда потом, когда захотите сделать бэкап, удалили ее временно, сделали бэкап, ну, к примеру, хотя бы Models, да, удалили, сделали бэкап, и потом уже обратно ее вернули символической ссылкой вот сюда. Бэкап сделан без папки Models. Это будет реальный вот бэкап, он будет минимального размера, который возможен. А папка Models у вас будет вот так вот отдельно на этом диске находиться. То есть вы просто знаете, вы ее не потеряете, вы всегда папку Models вставляете символической ссылкой там в другую, в третью, в четвертую, в пятую сборку. То есть у вас может быть этих сборок миллион. У меня вот такие вот styles, у меня отдельно файлы, я всегда вставляю, то есть у меня, чтобы не потерять стили, да, и чтобы у меня везде во всех сборках одни и те же стили были. И редактировались они в одном месте. То есть я использую вот так вот, output папка у меня тоже, models, extensions я тоже делаю так же. Потому что, ну, везде каждый раз мне в каждых сборках extension вставлять просто неудобно. Если бы я делал для вас там сборку, я бы сделал extension прямо вот внутри. То есть внутри бы зашил туда все, чтобы они у вас сохранились. Ну, так, наверное, все с бэкапом, я думаю, все. Основной момент, Models папку не архивируйте, это бессмысленное решение. То есть просто ее отдельно храните. Лучше потом эти модели даже скачать, то есть, только не так, то есть не архивировать их, это неправильно. Вот, еще хотел сказать, что у вас в группах и в автоматике в конфе есть отдельные ветки фэк называется, да, то есть часто задаваемые вопросы, вы можете туда заходить, посмотреть, там есть уже набор вопросов, которые вам сразу на что-то ответят. Вот, и есть бонусные уроки, тоже не забывайте, у вас и там есть бонусные уроки для автоматика свои, для конфи свои. Записи стримов тоже не забывайте, то есть не любите в онлайн, там пусть смотреть, а уже когда у вас время появилось, то есть в записи заходите. Вот. Так, и еще вот вопрос задавали, какой автоматик ставить. Вот у меня там сборки такие есть, портабельные, еще что-то. Автоматик ставьте 1.9. Если вам SD3 не нужен, лучше ставьте автоматик 1.9, которая сборка у меня называется. Она в курсе, там, кстати, приложена именно она. А если у вас видеопамяти мало, у вас там меньше 12 гигабайт или там меньше 10 гигабайт, наверное, так вот сказать правильнее, то ставьте Forge. У вас Forge будет быстрее с SDXL моделями работать. Если хотите все-таки автоматик, то для автоматика нужно прописывать ключ специальный. Ключ SDXL MedVram обязательно прописывайте, тогда у вас с меньшим объемом видеопамяти будет быстрее SDXL модель генерироваться. Ну, вот так вот, на теоретической части, я думаю, на этом закончено. Я прям вот постарался по-быстрому уложиться, потому что у нас очень много сегодня тем, я буду стараться прям быстрее. Вот. Ну, вот такая вот у нас, такое вступление большое получилось. Давайте перейдем в автоматик. И вот такой вот вопрос был, как сгенерировать толпу людей. Давайте я сейчас вот так закину просто свою заготовку, я по максимуму сегодня буду быстро делать. Это, естественно, вот это вот, то, что я сейчас закинул, это все у нас будет такая, да, вот папка у меня. То есть будет вот такой вот скриншот, то есть это все настройки. Это все будет приложено в zip-архиве уже к этому стриму. То есть не забывайте, прям зайдете, там будет отметочка вот такая вот, да, вот у меня вот. Давайте я вот сюда справа перенесу, чтобы вы видели, что тут вообще тыкают. Смотрите, А2 – это вторая тема, которая у нас есть. Естественно, есть временные метки, то есть они будут, я опять ставлю эти временные метки, чтобы вам было проще перебегать по этим темам. Поэтому откройте вот это вот, найдете это промпт, то есть прямо так закиньте это в рабочее пространство, вот в промпт, нажмете синюю кнопку, все эти настройки расставятся. Для того, чтобы настроить именно автодетейлер, да, мы сейчас генерируем, то есть здесь есть еще так дополнительные настройки, то есть полистайте, посмотрите, в общем, скриншот просто длинный. Давайте я нажму Generate сейчас. Так, автодетейлер, он у меня выключен, все выключен. Просто какая-то толпа сгенерируется, но более-менее, то есть просто в уроках есть такое, да, и вот многие делают прям какие-то, какие-то не очень, то есть посмотрите, вот промпт, может быть, вот такой вот вам подойдет. Промпт, простой на самом деле промпт, наверняка можно и лучше даже сделать.
Вот такая толпа людей, видите, искореженные лица, они по-любому будут искорежены, вы ничего и не сделаете. В первых рядах более-менее, они крупные. Дальше идут лица очень маленькие, чем лицо меньше по отношению к размеру всего изображения, ну или вообще, в принципе, маленькую площадь на изображении занимает, тем большая вероятность того, что лицо будет искорежено. Чтобы получить хорошее лицо, это, кстати, урок про автодетейлер, да, вот просто включайте автодетейлер, Enable выбирайте просто, даже оставляйте модель по умолчанию, любая подойдет, первая, вторая, Face, главное, должна быть. И дальше нужно обязательно поправить немножко Detection. Detection – это как будут находиться эти лица на изображении. Если вы просто все по полной сделаете, да, ну смотрите, сколько здесь лица, это будет у вас тут до пенсии все это генерироваться, это смысла никакого нету. То есть вот эти там дальше уже ряды, и смысла их особо просчитывать нет, можно их там, наверное, пачкой в Npaint просто так выделить, просчитать. Основное как бы внимание следует вот уделить вот это вот первым рядам, то есть вот таким вот, наверное, да, вот то, что более-менее уже такое крупное. И вот настройки, если Detection от Model Confidence, это чувствительность к определению, точнее, к точности определения. То есть модель определяет лицо, насколько она точна, то есть она не уверена, что это лицо, там, или точно уверена, да, вот чем, по-моему, левее будет, тем меньше уже допустимая точность. То есть там сомневается, да, модель как бы не очень уверена, да, но вот все равно она будет его просчитывать. Если вправо все доведете, то прям точно то, что определил, это в основном будет первые ряды, там первые несколько лиц. Вот. И дальше еще есть у нас критерии площади изображения, то есть минимальная площадь, максимальная площадь. Площадь на самом деле очень маленькая вот у этих вот лиц. Это примерно тысячные где-то. То есть, ну, это, не знаю, в попугаях, да, наверное, измеряется или в пикселях все-таки. Ну, площадь, наверное, в пикселях каких-то. Короче, наверное, только вот примерно можно определиться, то есть как-то высчитать здесь невозможно по изображению. То есть примерно вот на вот этом изображении вот это вот лицо, это будет вот где-то 70-тысячное, наверное, вот, да, вот то, что я здесь написал. Вот что-то такое. Максимальный размер, можно его тоже, например, первое можно не перегенерировать, тогда вы вот максимальную площадь так сдвигаете. Но я, допустим, хочу первые тоже, чтобы они пересчитались, немножко получше были. Все, вот такие вот параметры я задаю, вы их можете посмотреть, нажимаю Q-Prompt, пускай попробует он пересчитать эти лица. И вот видите, вот он их определил, то есть вот с такими настройками, так, где эти настройки, вот они, вот с такими настройками вот эти вот лица он определил. Точнее, неправильно сказать, вот с этой настройки. Это вот, именно вот эта настройка отвечает за вот это, за то, что он там наопределял. Именно чувствительность к точности. Вот эти вот параметры здесь нигде не отображаются. То есть это чисто уже выборка будет из того, что он вообще нашел. То есть что вот подойдет под вот эту площадь и под вот эту площадь, он уже вот из этого, из найденного выберет. Так, SDXL. Так, давайте пока он у меня генерируется, я вам быстро покажу, как ключ SDXL Medvram. Вот вопросы сейчас сразу задают. Да, вот плюс того, что вы на стримах, вы можете вопросы задавать. Я, естественно, первую часть стрима смотрю на автоматике, потому что про автоматик. Вторую часть стрима я переключаюсь на Conf.ua и уже буду смотреть про Conf.ua. Так что, если вы второй часть стрима в автоматике находитесь, то пишите в YouTube. Тогда я вас там, скорее всего, увижу. Вот. Ну, вот такие дела. Просто знаете, как я вообще смотрю, вот, ну, какие чаты смотрю в процессе того, как я рассказываю. Вот. Смотрите, переходим в папку, в основную папку автоматика. В портабельный это вот WebUI вот здесь. И находим файл WebUI user bat, да, bat, да, bat, или bat, наверное. Бат, меня отправляли в бат. Изменить убираем. Вот. И смотрите, вот здесь есть у нас разные ключи, мы можем прописывать. Здесь они уже, вам есть добавлены эти ключи, но вот это комментарий, да, вот два раза двоеточие, это в бат-файлах это комментарий так делается. То есть закомментированная строка, она ни в чем не участвует. Вот сюда вот дописываются ключи вот в эту вот строку. Command line args, то есть основные аргументы там. И вот здесь уже какие-то там ключи у меня прописаны. Вы можете вот такой вот ключик записать. Давайте я вам покажу, как это вставляется. Просто копируйте вот ниже. Он уже здесь есть, вам даже его искать нигде не надо. Если у вас моя сборка, конечно. Если вы заново поставили, то вот просто тогда по видео смотрите. Medvram-SDXL. То есть два тире обязательно должно быть, пробел между первым и вторым, там, последующим ключом обязательно должен стоять пробел. Дальше два тире, это говорит, что это ключ. Дальше Medvram прописываете, -SDXL.
Вот так. Вот этот ключ пишется вот так. И нажимаете обязательно файл сохранить, перезагружаете автоматик. Вот я ничего сохранить не буду, я просто закрываю, не сохраняю. Все, у меня это не сохранится. Так, ну вот смотрите, у нас просчиталось, и вот просчитались вот эти вот лица. Вот такие вот лица у нас попали вот сюда вот по вот этой вот выборке, которую я прописал. Часть, конечно, здесь все равно с кривыми лицами, они все равно в глаза попадаются. По идее, можно еще сделать апскейл предварительный перед тем, как эти все лица просчитывать. Можно и так сделать. Но можете просто и тогда вот настройками вот этими тоже управлять. То есть можете здесь и 2000 прописать, можете здесь поставить точность еще меньше поставить, тогда еще больше лиц он найдет. То есть вот этот параметр и вот этот параметр просто им тогда управляйтесь. Вот и все, давайте дальше переходить. Так, ну настройки вы там по скриншоту найдете, то есть давайте переходить дальше. Так, следующее у нас Prompt Focus расширение. Это подсказал вот с курса товарищ у нас, он использует Prompt Focus. Сейчас я покажу, как эта штука устанавливается. И давайте, как она выглядит для начала, вам покажу. Так, это я закрываю. Смотрите, вот так выглядит. Прям в Text to Image она есть. Не знаю, в Image to Image, наверное, тоже есть. Да, и в Image to Image тоже есть. То есть вот такая вкладка называется Focus Expansions. Давайте я вам покажу теперь, как ее установить. Переходим в Extensions, переходим Available, Load From, загружаем все доступные расширения, пишем здесь Focus. Наверное, 3 U. Так, фильтрацию снимаю с Install. Это просто у меня установлено, поэтому я фильтрацию снимаю, иначе все, что установлено, мне не показывается. То есть я снял фильтрацию. Вот, и вот фук я только написал 3O, C. И вот это расширение. Нажимаете Install, дожидаетесь установки, потом Install, Apply and Restart UI. Перезагрузка интерфейса у вас, после нее будет доступна вот такая вот вкладочка. Давайте напишем какой-нибудь простой промпт. Вот такой вот промпт я написал, то есть что-то там с енотом. Так, не, давайте не так, я, наверное, напишу заново, наверное, промпт. Так, это люди, это не то. Так, ой-ой-ой, у меня опять автодетейлер и опять толпа людей. Это все нам не нужно. Так, я вот сейчас напишу, давайте я просто заново какой-нибудь промпт напишу, вот просто заново промпт с нуля, прям вот, давайте негатив оставлю, вот такой вот коротенький, пускай он будет. Например, вот у меня там енот, да, что-то нарисован енот, антропоморфный енот, ну, чтобы он человекоподобный какое-то существо было. Енот в кожаной куртке. В кожаной куртке рядом на улице. Рядом с баром. Нажимаем Enter, получаем перевод. Если мы сейчас просто сгенерируем изображение на модели, да, SDXL, кстати, давайте выберем. Я выберу модель, вот, кстати, SDXL, я выберу сейчас Fluently Excel, это модель из DeFocus. Если вы DeFocus ставили, там вот такая вот модель идет, ее тоже можно скачать, она в свободном доступе есть, то есть не обязательно ее, ну, для этого устанавливать DeFocus, чтобы эту модель скачать, то есть можете ее найти. Fluently называется, ну, на паузу потом поставите, найдете ее просто в поиске, раз и найдете. Так вот, загрузилось. 1024 на 1024, случайный сит, нажимаем Generate, давайте посмотрим, что у нас выйдет. Не, это понятно, я сейчас по поводу галочки, да, но смысл-то, смотрите, DeFocus я сейчас покажу, он в том, что он доописывает промпт, вам не нужно все полностью генерировать, там, про случайный какой-то, у вас же какая-то концепция должна быть. Вот мы сейчас сгенерировали какое-то изображение. Мы хотим это изображение как-то улучшить, ну, какие-то модификации сделать. Вот как если вы в фокусе работали, там есть вот эти специальные стили, такие, которые прям догенерируют промпт, то есть они дополняют ваш промпт. Это фокус стили там вот. Они не просто работают, да, там какая-то типа GPT-2 модель какая-то сделана. И вот здесь то же самое. То есть включаем сейчас фокус, просто галочку ставим, нажимаем Generate Expansions Prompt. То есть генерируем и дополняем, расширяем этот промпт. И смотрите, теперь наш промпт выглядит вот так вот. Нам не обязательно apply expansions to prompt. То есть если мы так нажмем, то этот промпт попадет прям туда вот. А в наш промпт это не обязательно делать. То есть мы можем
много раз так генерировать, и у нас будут различные вариации. Давайте нажмем Cube Generate, посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Ой-ой. Ладно, так, давайте еще разок. Просто неудачный, наверное, какой-то вариант. Но я просто про качество. То есть качество картинки, оно улучшается за счет дополнительных токенов в промпте. У нас реально сейчас промпт выглядит вот так вот. То есть у нас начало этого промпта осталось полностью, оно есть. И дальше оно дополнено уже вот такими вот токенами. Здесь такие токены типа Highly Detailed, там Clear Focus, Cinematic, там, да, ну такие прикольные токены, они дополняются на автомате просто. То есть они могут немножко расширить или сделать покачественнее ваше изображение. Можем нажать еще раз Generate Expansions. Так, ну нет, генерируется то же самое. Здесь надо, получается, начальный промпт немножко как что-нибудь убрать тогда. Давайте on street, next to bar, то есть бар уберем отсюда. Нажмем вот здесь вот опять Generate, и теперь он перегенерируется. То есть надо хотя бы там точку, хоть что-нибудь добавить, чтобы перегенерация произошла. И вот, в общем, дополняет он вот так вот промпт какими-то интересными токенами. В принципе, ну, это то же самое, я так понял, то, что... Или попытка вот реализовать того, что есть в фокусе. То есть, на самом деле, да, нормальное изображение получается. Если мы выберем модель 1.5, я думаю, это тоже все будет работать. То есть, давайте выберем Juggernaut Reborn, например, 1.5. Размер изображения можем поставить 768. Можем выбрать... Можем поставить 1024, но тогда нужно будет включить вот это расширение Cohe Harris Fix. Включаем, нажимаем Generate, и уже на модели 1.5 вот с этим же промптом генерируем. Ну, тут уже попроще что-то получится, но тоже приемлемо. Естественно, можно там лор еще всякие подключать. То есть эта штука расширяет ваш промпт, добавляя интересные различные токены в ваш промпт. Вот такая штука. То есть просто на заметку возьмите, попробуйте, может быть, вам понравится такой вот вариант. А, кстати, да, не обязательно было что-то менять, здесь выбирать. Смотрите, я забыл. Здесь же есть это сид просто. Раз, сид натыкали, какой-то другой, да, и еще раз Generate нажали. И у вас этот промпт перегенерируется по-другому. Все, нажимаем опять Generate, у вас генерация будет точно другая. Сид можно зафиксировать, чтобы убедиться. То есть вот такая вот генерация, видите, та была, может быть, менее удачная, здесь вот более тепленькая, такая нормальная. Давайте нажмем еще раз, какой-нибудь другой вариант, убедимся на одном том же сиде, у нас те же самые настройки. Так, сид не зафиксирован. Вот теперь сид зафиксирован. По идее, должно быть то же самое изображение. Здесь выбираем другой сид, генерация. Генерируется промпт, нажимаем Generate. Убеждаемся, что промпт другой. Да, видите, промпт другой. То есть он в отличие, ну, в зависимости от сида, разные вариации вот этого промпта генерирует. Вот такие вот варианты. Вам, допустим, нужна какая-то тема, вы эту тему описали здесь, и дальше уже экспериментируйте вот с этими вот сидом и с фокусом, то есть чтобы получить какие-то различные варианты. Либо уже сами дополняете свой промпт какими-то интересными токенами уже из вашего опыта. Но если опыта нет, возьмите опыт отсюда. То есть здесь действительно реально интересные какие-то токены попадаются. В принципе, они адекватные. То есть там есть модели, которые вообще какой-то неадекват генерируют. Здесь прям хорошие токены, нормальные. То есть креатив там, ну, нормальный. Beautiful, да, тоже хороший токен. Sharp Focus нормальный. Winning, ну, такой, но... Perfect, кстати, тоже нормальный. Colorful, Best, кстати, тоже, кстати, нормальный. Detailed, Epic. В общем, большой набор токенов. Вы можете эти токены, я так понимаю, здесь поудалять. Не, отсюда нельзя удалять, для этого надо ставить. Для этого просто нажимаете Apply to Prompt, дата вставляете, уже тут потом корректируете. Ну, ладно, дальше я не буду. Дальше давайте переходить к другой теме, иначе мы ничего не успеем. Да? Вопросов особо нет? Я думаю, нет. Так, давайте переходить к другой теме. Так, следующая у нас тема – это тестируем подсказку. И я уже, по-моему, про это говорил. Давайте еще раз прям быстренько так скажу. И мы сейчас протестируем подсказку на фотореалистичном таком портрете. Попробуем вот такие вот токены. Вы, кстати, можете на заметку взять эти токены потом. То есть не обязательно их, кстати, все вместе использовать, но смысла никакого нет. То есть некоторые выбираете. Я вам сейчас потом покажу, на каких я вообще реально остановился после там каких-то тестирований. То есть у меня потом... То есть вот такое вот изображение вот со всеми токенами получается. Вот так вот лицо выглядит. Вот такое вот. Ну и сейчас у нас что-то примерно должно, по идее, получиться. Давайте я просто сейчас генерирую изображение. Естественно, я это все выключаю. Выбираю модель
Realvis XL V4, вот она хорошо генерирует эти вот фотореалистичные изображения. Другие модели, в принципе, из всего вот этого списка у меня они генерируют похуже. Но мы сейчас тоже посмотрим, я вам покажу варианты сравнения. То есть потестируем подсказку. Давайте посмотрим, давайте сначала просто потестируем подсказку. Я просто генерацию делаю вот со всем вот этим набором токенов. Получается то же самое изображение, которое я вам сейчас только что показывал. Вот такое вот изображение. И есть вот такое вот расширение, я вам тоже уже о нем говорил, это Test My Prompt. Оно ставится также через extensions, то есть заходите extensions, available, Test My Prompt, да, пишите здесь тест и нажимаете, так, тест, нажимаете, выбираете Test My Prompt, нажимаете install, install, дальше apply and restart UI. Запускаем это расширение, то есть после перезагрузки оно у вас тоже вот так появится здесь. И здесь просто ничего вообще, в принципе, делать не надо. Единственное, можно ограничить первые слова, чтобы они не менялись. Там можно взять, там, например, первые там 3 слова разделяются, точнее токены, да, они здесь разделяются именно запятыми, а не слова имеются здесь, наверное. То есть некоторые слова, то есть они просто не возьмутся. Но вот здесь будет подмена вот это происходить именно по разделению с запятыми. Здесь, кстати, можно выбрать различные символы, здесь именно запятая выбирается. То есть, соответственно, за токен берется то, что у нас промеж запятых. Вот этот как бы считается один токен, это считается второй токен. Нажимаем Generate, давайте пока это все пускай прогенерируется. Вот, то есть, и он сейчас будет удалять по вот одному токену, то есть то, что находится промеж запятых, и показывать, что у нас будет, если вот убрать какой-нибудь из этих токенов, в итоге он нам покажет, я уже это сделал, да, пускай генерируется, то есть покажет нам вот такую карту, и здесь подписаны снизу, какие он токены исключил. То есть здесь он исключил Dramatic Lightning, здесь Color Grading, здесь Freckles исключил, ну вот различные такие вот токены поисключал, то есть и мы можем посмотреть, как картинка меняется, то есть как она меняется, если исключить какие-то токены. Но его недостаток в том, что он исключает токены поединично, то есть он не может там сразу как-то группами их исключать. Вот, поэтому вы так можете посмотреть, да, просто бывают такие токены, они прям портят изображение, то есть написали какой-то промпт, хотите его немножко протестировать, может какой-то токен будет прям совсем плохой. В этом случае вы можете вот так вот просмотреть и определить, какой токен реально не очень хороший, то есть который вам просто мешает. Вот, и его вычислить просто. Вот. Вообще, я пришел в итоге вот к такому уже изображению. То есть, и промпт намного здесь короче. То есть, вот здесь. Давайте я сейчас покажу. Это просто сгенерированное изображение. Так, сейчас уже догенерируется, да? Вот видите, то есть по очереди генерируются эти кадры без одного из токенов. И в итоге он вам выдает сетку и полный набор этих изображений. Естественно, он их сохраняет в outputs, как обычно там все это делает. То есть вот он, вот этот набор, который он только что показывал. То есть можно вот сюда нажать, то есть он там в полный экран раскроется, то есть, да, и здесь полистать. Вот такая штука, и отдельно каждое изображение тоже можем посмотреть. То есть для себя просто определить, какой из токенов портит вам что-то. Потом давайте закину вот эту уже промпт, который я модифицировал, и вот фотореализм такой более-менее вот получился вот именно вот на таком промпте. Эти промпты, естественно, у вас все будут, то есть это все вот эти папки, я их вам скину в zip-архив, то есть можете посмотреть, оттуда промпты взять. То есть вот такое вот фотореалистичное изображение. Если мы присмотримся, здесь с глазами есть проблемы, лицо тоже, оно не особо мягкое, то есть оно прям выделяется. Понятно, что кто фото занимается, он сразу определит, что это не фотография, это генерация. Но, тем не менее, фотореализм все равно он есть, то есть текстура какая-то кожи тут присутствует. Более-менее такое что-то похоже на фотореализм, но очень сильно. То есть человек, который не разбирается, может и не понять, наверное. Вот. Давайте теперь посмотрим, что еще можно, сделать, потому что вот в таком виде это апельсиновая корка такая на коже, то есть вот любит модель так делать, то есть выдает это все, то, что это генерация. У нас есть опять же автодетейлер. В автодетейлере мы можем прописать промпт, можем вообще не писать здесь. Просто включаем автодетейлер, enable. Так, enable, да, детейлер, то есть восстановление лица. Здесь мы можем, естественно, в настройках немножко покопаться, и вот в инпейнтинге, наверное, нужно
немножко понизить denoising strength. То есть это endpoint, да, это тот же самый endpoint, но только автоматически. Denoise немножко понижаем до 0,3 сильного не надо. Нам не задача лицо поменять, а сделать его немножко более естественным. Так, здесь можно вот эти все параметры вообще убрать, то есть, в принципе, они все равно пройдут, то есть это лицо большое, даже при вот этих параметрах, которые здесь у меня были, прошло бы все. Включаем разрешение изображения, обязательно галочку ставим и ставим 1024, то есть прям по максимуму делаем. Модель SDXL 1024 нормально генерирует, поэтому останавливаемся на ней. Если у вас генерировалось изображение на какой-то плохой модели, то здесь можно отдельно выбрать, например, Realvis XLV4. Она генерирует фотореализм хорошо. Но у меня и так стоит генерация, то есть на модели Realvis XLV4, поэтому я модель по умолчанию оставляю, не меняю. Это еще не все. У нас, если посмотреть, глаза, они неестественные, нет круглых зрачков, это неправильно. То есть глаза, они вообще не выраженные, а глаза это основной как бы эффект дает на детализацию, там, на качество вообще картинки там, фотографа, да, обычно по глазу вся фокусировка идет. Выбираем второй автодетейлер, здесь мы выбираем Eyes, у нас есть вот такая вот штука, Media Pipe Eyes, то есть выбрать только глаза. Можем описать глаза там голубые, синие, еще какие-то. Я просто напишу здесь Eyes. Вот, не буду как-то там Blue, Red, видите, подсказки там сразу высвечиваются. Это специальное расширение, опять же, не помню название уже, но в моих сборках оно всегда есть. Вот расширение, сейчас не буду отвлекаться, вот, просто Eyes здесь пишите. Опять же, denoising strength можно, в принципе, 0,4 оставить, это вполне достаточно. И 512 можно тоже, в принципе, оставить. Давайте я 768 поставлю, немножко получше. То есть вот этот участок, он небольшой, нет смысла там 1024 ставить. То есть мы сейчас включили две вкладки, на первое лицо будет пересчитываться 0,3 denoising strength, на втором именно глаза еще отдельно поверх. Нажимаем Generate, то же самое изображение, фиксированный сид, то же самое должно получиться, но у нас отдельно генерируются глаза, отдельно глаза сначала, и потом лицо. Не, наверное, сначала лицо, все, потом глаза. И в итоге получается вот такое изображение, я сейчас вам его вот так открою, то есть более, глаза продетализировались, они более выразительные стали. Но вот эта корка, конечно, она все равно немножко выдает, то есть видно такая как бы немножко неестественная текстура, но тут как бы прям естественную совсем текстуру сложно на самом деле сделать на SDXL. То есть, вот что-то такое, то есть детализированное изображение нормальное, в принципе оно получается нормально. Вот, если пройти, может быть, какой-нибудь дополнительный с супиром, да, поверх, но опять же, там надо тогда эту текстуру подстирать как-то, то есть либо заблюрить ее хоть как-то, либо все изображение немножко приблюрить. То есть текстуру-то оставлять нельзя, он ее еще выразительнее сделает. То есть, вот такая вот штука. То есть детализация хорошая, то есть фотореалистичный такой портрет. В плане еще каких-то моделей, да, вот есть модели из фокуса. Модель, например, сейчас мы возьмем Realistic Stock Photo, да, вот если вы выбираете, это на SD фокуса, то есть если вы там выбираете фотореализм будете генерировать, то он вам скачивает вот такую модель. Давайте я вам сейчас покажу, что он делает. То есть он делает реально не лучше. То есть там тоже... у меня есть просто. Я вот вам покажу, не буду сейчас время на это тратить. Вот такое изображение. То есть с текстурой там, не знаю, не лучше. То есть с текстурой то же самое примерно. Может быть, покажется, что это более фотореалистично. Мне на самом деле нравится вот Realvis XLV4. Но, в принципе, это тоже фотореализм, наверное, какой-то. Здесь просто я не проходил автодетейлером ни по глазам, ни по лицу, то есть не проходил. Но можете вот такую модель тоже попробовать. Это Realistic Stock Photo. Она тоже в общем доступе, доступна. Не обязательно DeFux скачивать, чтобы она скачалась. То есть можете ее так найти. На паузу просто поставите и в поиске вобьете, найдете. Так, антропоморфных животных, наверное, генерирует, вот вопрос просто, да, антропоморфных животных, скорее всего, какая-то мультяшная, наверное, модель. Либо какая-то модель, которая генерирует какие-то 3D-графику какую-то. Вот, но я так навскидку вам не скажу просто, я особо... в принципе, антропоморфного животного сгенерирует Realvis XLV4 легко, то есть я бы вот ей воспользовался. Мне кажется, нормальная модель, вот... Fluently, вот эта Excel, она, в принципе, тоже интересный такой, тепленький такой оттенок добавляет, такой приятный. Можно ей попробовать. Тоже такая вот модель, она больше похожа
какие-то изображения выдает на как раз-таки хорошую 3D-графику такую. Может быть, вот она подойдет. Кстати, Funris Excel тоже вот таких вот антропоморфных животных может нормально генерировать. В принципе, можете вот этими моделями воспользоваться или просто посмотреть на CVTI, то есть что вообще автор там на этих моделях делает. Но в большинстве случаев вот эти вот модели универсальные, они реально универсальные, ну, SDXL модели, на них можно что угодно делать. То есть вот RealVis Excel V4, я думаю, вы и антропоморфного животного получите. То есть просто вопросы, какие там будут оттенки цветовые там, ну и может быть какой-то стиль, да, стилистика какая-то может быть будет. Вот, но вы можете и лорой какой-то воспользоваться, чтобы какой-то стиль получить. А так запросто, то есть RealVis Excel V4, она перекроет вам практически все ваши потребности в плане генерации. Но, естественно, на своих возможностях, которые она может сделать. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Сравниваем модели. Так, давайте следующее у нас сравнение моделей. Вот смотрите, сравнение моделей, если вы хотите какое-то сравнение, да, такое сделать, ну, как минимум, надо на нескольких типах изображений. То есть, например, фотореализм, да, вот такое вот фотореалистичное изображение. Я сейчас закину тоже на вход, нажимаю синюю кнопку, чтобы все настройки добавились. Я отключу вообще этот детейлер, он сейчас не нужен. Нажимаю Generate, получаем какое-то фотореалистичное изображение. Это сейчас модель фокуса, вот это вот используется. Вот, ну вот такие вот он, да, вещи делает. Если сейчас переключим на RealVis Excel V4, посмотрим, что он как бы RealVis Excel V4, да, может сделать. Сейчас посмотрим. Короче, вот такое вот изображение получится. Мне такое побольше немножко нравится. Оно может быть менее как-то фотореалистично. Такой какой-то смесь 3D и фотореализма. Вот. Но, опять же, сейчас я покажу, как протестировать. То есть различные модели выбрать. Вот. И еще желательно протестировать на каком-то мультяшном изображении. Например, вот такое взять. То есть, чтобы для себя понять вообще, на что эта модель способна. Потому что, ну, модель не обязательно, она может... То есть посмотрите, как она работает с мультяшным изображением, как она работает с фотореализмом. То есть на нескольких сразу вариациях, там может быть векторный арт, может быть там еще какие-то вот стили изображения. То есть несколько подбираете и на них тестируете. То есть, например, вбили вот такой промпт. Дальше здесь выбираем, ну, сид, естественно, фиксируем, иначе все будет на разных сидах. То есть это вот RealVis Excel V4, вот такое вот изображение получается. Так, ну ладно. Так, в общем, выбираем, в общем-то, так. Да, давайте смотрите, я отвлекся просто, не забыл, о чем говорил. Обязательно сид фиксируйте, и дальше переходим в скрипты. В скриптах выбираем XYZ plot, и здесь мы можем выбрать по различным осям. Да? Вот, ну, первую ось, это вот в длину вот такие вот изображения у нас получится, джиг, то есть проходка. Вторая ось, соответственно, еще сетка будет вниз, то есть как матрица такая настраивается. Здесь мы выбираем, что мы будем менять. Первый – это чекпоинт, например. Можем выбрать там prompt SR, да, это уже поиск каких-то токенов отдельных, заменять их. Checkpoint name, да, и можем вот здесь выбрать различные модели. Просто перебираем, ну, я сейчас буду SDXL модели тестировать, поэтому перебираю вот такие, допустим, RealVis Excel V4, первая у меня будет в тесте. Вторая, допустим, RealVis Realism Engine SDXL, Juggernaut Excel, обычная, не Lightning, не Hyper, обычная, Fluently, Fineris Excel, Epic Realism, Dynavision, давайте выберем, и Realistic Stock Photo, то есть вот набор вот таких моделей. Нажимаю Generate, дожидаюсь, пока все генерации пройдут, то есть все это будет сгенерировано сначала на одной, на второй, на третьей модели. И в итоге, вот сейчас пошла генерация, вроде ничего мне не зависло. Так, давайте я вам открою, посмотрим. То есть вот такая сетка у нас в итоге получится. То есть это у меня уже сделано просто на разных моделях. То есть и вы можете посмотреть, здесь вот такая модель, такая модель, такая модель и так далее. Для себя уже посмотреть, допустим, Fineris Excel, видите, с фотореализмом вообще она, ну, никак не хочет работать. Fluently из фокуса тоже она такой больше артовый какой-то вид такой выдает. То есть, ну, на фотореализм оно не смахивает, на 3D графику какой-то, мне кажется, больше. Epic реализм.
ну, тоже я бы не сказал, что это прям какое-то фото, то есть просто приближенное лицо. Вот Realistic Stock фото, да, что-то похожее, да, такое бледное такое изображение. Ну, похоже, как бы, да, может, на фотографию как-то. Но мне нравится больше вот стиль, наверное, вот этот. Вот, кстати, вот реализм Engine SDXL тоже, в принципе, интересный кадр. Но Realvis Excel V4, мне кажется, немножко получше. Ну, тут уже просто сами потестируйте, посмотрите. И то же самое вы можете сделать и с мультяшкой. То есть закидывайте мультяшку какой-нибудь такой нормальный промпт, да, только промпты не просто там куча всего, а такие нормальные какие-то токены. То есть если вы фотореализм делаете, соответственно, токены больше для фотореализма, для какого-то должны быть, ну, подходить. То есть иначе, ну, сравнение бессмысленно. То есть вы просто какие-то токены вставляете, которые непригодны, скажем, для этих генераций. И для мультяшки, соответственно, тоже. Давайте вот я сейчас закину пока мультяшку, нажму вставить токены, да, и здесь вот токены, в принципе, они характерны для какого-то мультяшного изображения, для, кстати, Cinematic, да, Cinematic, но вот Anthropomorphic Character, это уже мультик, скорее всего, будет. И, кстати, токена прямо именно мультяшного такого-то, по-моему, нету. Ну и, в принципе, изображение, оно такого как бы... ну, да, окей, наверное, все-таки ближе к мультфильму, но такой какой-то арт все-таки, какое-то артовое какое-то изображение. То есть не прям мультфильм. Наверняка нужно еще и мультфильм протестировать. То есть вы можете протестировать с разными стилями и посмотреть, на что модель способна, какая модель лучше себя показывает в каких-то определенных стилях. Вот сейчас уже у нас генерируется сетка эта. Давайте посмотрим. Тут у нас вот такая вот сетка в итоге получилась. Давайте на весь экран я сейчас сделаю. И вот так вот полистаю. То есть так, вот так давайте немножко выше, чтобы видеть. Так, здесь все равно не видно. Так, а вот это Dynavision, видите, это мультяшное прям чисто изображение генерирует. Ну, в любом случае, оно, неважно какие токены, оно все равно будет мультик выдавать, то есть модель чисто мультяшный стиль. Но мне кажется, лучше какую-нибудь лору использовать, и просто это будет экономить объем памяти. А вот с этим енотом то же самое. Сейчас просто не будем это прогонять заново. Давайте, наверное, переходить к следующей теме. Так, следующая тема, смотрите. Удаление фона с изображения или создание маски. Вот когда в уроке по автоматику там я рассказывал, что можно в фотошопе делать, да, маску. Можно делать, в принципе, маску в CTRL-net. Например, вы открываете CTRL-net и Depth модель выбираете, да, CTRL-net и препроцессор Depth. И, соответственно, сюда закидываете фотографию, допустим, вот такую, ну, любое изображение. Нажимаете здесь All Preview, нажимаете вот так вот создать вот эту вот карту глубины, но это карта глубины. То есть это, по идее, тоже маска, да, но она учитывает там глубину, и у вас изображение получается не полностью белое и черное, то есть не два цвета, а еще промежуточные цвета, там серые есть. Когда вы это все закинете, например, в Image to Image in Paint Upload, да, вот так вот, закиньте это изображение, закиньте маску, у вас не получится хорошо. Почему? Ну, точнее, может, получится нормально, но уже будет перегенерироваться сам объект, это точно. Может быть, не сильно, но будет. Дело в том, что карта глубины, она все равно как бы не совсем это маска. То есть маска, по идее, два цвета имеет, белый и черный. Вот маску можно создать с помощью, то есть в Extras с помощью расширения Remove Background. То есть сюда закидываете в Extras, например, вот это вот, ну, пускай даже фотография, да, вот такая, и с нее на самом деле не так просто получается удалить, как с мультяшного там, да, изображения, фон. То есть чем изображение проще, тем проще с нее удалить фон. Выбираем здесь, например, самую первую модель, UNet Generate Use, и нажимаем здесь Generate. И сейчас у нас удалится просто фон. Вот видите, вот так фон удаляется, все, прозрачный фон. Вот эти вот части спорные, понятно. То есть там, где волосы, там сложновато немножко удалить модели, но они такие как бы волоски остались, и там на кончиках у нас разблюренность еще какая-то дополнительная есть. Здесь есть еще дополнительные настройки с альфа-мэттингом, то есть можно вот разблюрить эти контуры, которые крайние, да, можно их больше, меньше, там, ну, различные есть параметры, можете поэкспериментировать. Есть такая вот галочка Return Mask, то есть вернуть именно маску. Нажимаем Generate, и у нас получается на выходе маска.
Вот теперь это маска. То есть вот такая вот маска у нас получается в итоге. Мы можем теперь открыть Image to Image, открыть InPainting, Upload, все, закинуть изображение, закинуть маску, выбрать здесь InPaint Node Mask, например, генерировать вне маски и уже поменять фон. Например, мы здесь можем выбрать, добавить, например, давайте я вот просто отсюда возьму, чтобы заново не писать, например, какой-нибудь City, Night City, да. Так, я не помню, настройки, все это оставлю вместе с настройками. Например, городской пейзаж, ночной город там. Так, и обратно вот сюда переходим. Городской пейзаж, ночной город я вот сюда добавил. Можно негативный там какой-нибудь промпт тоже добавить. Настройки Original у нас Mask Content, то есть мы его будем модифицировать. InPaint Node Mask, то есть у нас черное становится белым наоборот, и белый уже, по идее, белый перегенерируется, да, но мы инвертируем это с помощью InPaint Node Mask. То есть это инвертирование маски происходит вот здесь. То есть не надо ее там в Ctrl-Net инвертировать, просто выбираете вот здесь инвертировать, грубо говоря. То есть работать с тем, что не в маске. Whole Picture, то есть полностью все изображение. Нажимаете, берете с изображения размер. Denoising Strength выставляете 850. 0.85, то есть такой сильный, да, потому что нам надо сильно поменять. Здесь у меня сид зафиксирован, то есть я сейчас, чтобы не экспериментировать, просто вот с этим сидом сработаю, вы посмотрите, что получится. А так сид, конечно же, можно менять, то есть у вас каждым сидом будет все разное. То есть вот такая генерация происходит. Здесь по контуру волос, естественно, будут какие-то косяки, вот здесь тоже будут, то есть они в любом случае будут. Тут не надо расстраиваться, то есть вы можете взять это изображение вот в таком вот виде, да, я его уже скопировал здесь. Дальше переходите в InPaint, закидываете это изображение. Здесь вообще весь промпт удаляете, то есть отсюда все удаляете, это нам не нужно. Модель RealVis XL-V4, можно, в принципе, ее оставить, можно, но лучше я предпочитаю выбирать здесь InPainting Juggernaut для InPainting. И прям нажимаем S на клавиатуре, да, чтобы немножко увеличить. Ctrl зажимаем, скроллер мышки вращаем, чтобы немножко увеличить вот эту вот кисточку, чтобы она побольше была. И вот так просто проходимся по вот этим вот спорным участкам, которые получились так себе. То есть просто контур вот так, грубо говоря, вводим. То, что, в принципе, хорошо, это не надо вводить. То есть просто игнорируйте эти моменты. То есть если какие-то части получились нормальные, там все нормально слилось, зачем лишний раз это портить? Так, все выделили. Теперь переходим обратно в настройки. Здесь мы поменяем, естественно, Denoising Strength. Такой большой это нам точно не нужен. Давайте 0.4 поставим, наверное, 0.3, 0.6 вот в этом пределе. Сид, например, случайный поставим. И все, с пустым промптом мы просто перегенерируем вот эти вот места, и сейчас все должно быть нормально. То есть вот видите, то есть перегенерировались. Если недостаточно, здесь, по-моему, недостаточно получилось, можем поднять Denoising Strength 0.6, значит, поставим побольше. Нажимаем Ctrl-Enter. Так, неправильно, да? Видите, я забыл, что сделать. InPaint Mask надо выбрать. Иначе я все, наоборот, перегенерирую, то, что вне маски. Поэтому не получилось сразу. Но я думаю, сейчас на 0.6 тоже получится. В принципе, уже получше, но 0.6 это все-таки много. Видите, я просто забыл поменять инвертирование маски. 0.4, наверное, более правильный вариант. Вот, в принципе, уже нормально, более-менее нормально. Если что-то нехорошо, да, получилось, какие-то участки хорошо, какие-то нехорошо, заново на вход кинули. Естественно, надо удалить вот это все выделение, и уже там поправили, там, например, вот здесь, там, да, там что-то. И этот участок там тоже перегенерировали отдельно. То есть не надо все заново там по 10 раз проходить. То есть и вот так вот получается. То есть объект вписывается вот как бы в этот фон уже более нормально. Я думаю, я тут закрыл эту тему. Закрыл, наверное, все. Я думаю, вопросов не должно возникнуть. Так, давайте назад выйдем. И теперь... вот теперь, кстати, интересные темы сейчас будут. Смотрите, первый... Тут у нас несколько тем сразу теперь в одной. Upscale герба. Вот предложили сделать. То есть... Сейчас я сброшу все настройки. Смотрите, не так просто, короче, сделать upscale, да, вот такой здесь герб. Не так просто сделать его upscale. То есть
Он вот некачественный, но если вы начнете какой-то апскейл делать, он же весь поменяется. То есть достаточно сложно такое изображение проапскейлить. Переходим в Image to Image, выбираем здесь модель. Выбираем модель здесь 1.5 Juggernaut Reborn. Это универсальная модель 1.5. Я ее в основном вся использую. Вы просто можете по стриму смотреть, какие модели универсальные. Я обычно универсальными вся пользуюсь. Закидываем это изображение на вход, то есть мы его будем модифицировать, но предварительно, видите, это изображение 1500 на 1500, никакого смысла вообще в таком изображении нет. Вы его сначала подготовьте, либо можете его подготовить прямо здесь. Смотрите, 512 на 512, но я воспользовался, честно говоря, отдельным редактором, то есть в нем просто это, у меня вот правой клавишей щелкаю, выбираю здесь Light Image Resize, и прям там буквально несколькими действиями можно уменьшить размер изображения. Вот, можно в автоматике сделать 512 на 512, Denoising Strength в 0, просто выставляем, чтобы не было изменений, промпт не важен. Нажимаем Generate. Да, и получилось плохо, и получится плохо. Почему? Потому что в автоматике, скорее всего, будет погрешность кодировщиков, то есть вот этот VAIC, он кодирует изображение, энкодер, декодер, испортит он вам изображение, то есть именно в маленькое не получится какое-то большое там, или, скажем, в большее, да, вот я сейчас возьму вот это изображение, например, 1024, оставлю хотя бы, и оно будет нормально уже, но вот 512 уже будет портиться, то есть это еще более-менее нормально. Дальше там в большей сторону тоже будет нормально, даже с нулевым Denoising Strength, а в меньшее кодировщик, вот этот латентный, он, короче, портит изображение, поэтому в отдельном как бы каком-то возьмите, в отдельном редакторе, и там уменьшите размер, там Photoshop еще какой-то, 512 на 512, потому что для такого изображения этого вполне достаточно. Чем вы правильнее угадаете с минимальным размером изображения, тем у вас результат будет лучше этого апскейла. Закидываем это изображение, теперь я закидываю настройки, да, нажимаю синюю кнопку, выставляю настройки, это я просто уже свою заготовку сделал, вы ее тоже возьмете. 2x это двухкратный апскейл, 3x трехкратный апскейл. Сразу скажу, что трехкратный апскейл будет лучше, и в большинстве случаев он будет всегда лучше. Почему? Потому что у нас плитка берется, исходя из размеров изображения здесь, 512 изображений, значит мы выбираем плитку 512. И потом, когда мы будем проходить, это будет плиточный апскейлер, он будет проходить плиткой, и будет, в общем-то, изображение нужного размера. Такого получаться по отношению к его исходному размеру, как чтобы он, в общем, более детально это все прошел. Ну, короче, сейчас посмотрите. Смотрите, вот такие настройки вставляем. Здесь я описал, да, описание сделал такое. То есть всадник на лошади, бронзовая статуя. То есть такое краткое описание, максимально емкое должно быть. Не надо там углубляться куда-то. Вот лора добавляется LCM, это лора быстрого согласования, чтобы побыстрее вся генерация происходила. Иначе будет дольше, значительно дольше все быть без этой лоры. Вот модель быстрого согласования 1.5 LCM это просто распространенная модель. То есть в моих сборках, мне кажется, последних тоже она должна быть. Мне кажется, должна быть. В 1.9 автоматики точно, по-моему, добавлял. Этот промпт можете отсюда взять, да, вот с этих настроек. Можете взять, в принципе, Negative XR. Вполне достаточно тоже, я думаю, этого промпта будет. Такой вот большой промпт смысла особо писать нету. Это я просто... Там у меня заготовка была вот этого разработчика. Я показывал вам примерно вот этот апскейлер на прошлом уроке. Так, на прошлом уроке название я уже... забыл, они постоянно меняются, типа Clarity, вот этой вот всей таких приемов. Вот, давайте перейдем ниже. Смотрите, LCM, сэмплинг выбираем. Размер оставляем 512 на 512. Это вот так прям по изображению его выбираем. Seed можно случайно поставить, на каждом seed будет разная генерация. CFG2, потому что используем LCM, модель быстрого согласования. Sampling Step ставим 14, можем использовать поменьше, будет немножко побыстрее. Но качество немножко похуже получается. А 8 ставил, быстрее немножко генерирует, но быстрее не настолько, насколько качество ухудшается. То есть 14 оптимальный такой параметр, нормально. Генерация по скорости происходит, ну у меня 2,5 минуты, кстати, происходит, так нормально. Это при трехкратном апскейле. Вот, но апскейлер хороший. Те, кто у нас сейчас в ConfUI дошел до последнего апскейлера, там, до последнего, там тоже очень хороший апскейлер.
но это немножко другой все равно. Можно, кстати, этот же апскейлер тоже реализовать в Config вполне. То есть я, наверное, как-нибудь сделаю тоже. Вот. Дальше у нас что здесь должно быть? У нас должны быть Ctrl-Net подключены. Первый Ctrl-Net включаем. Здесь мы выбираем Ctrl-Net InPaint. Выбираем здесь препроцессор Global Harmonia. Выбираем, естественно, InPaint модель используется. Здесь мы выставляем 0.7. Это, давайте 0.9 я поставлю, 0.9, потому что нам нужно очень точно передать как бы основную суть изображения. 0.9 End Control Steps, это за вариативность будет отвечать. Control Weight оставляю, единица. Следующий параметр Enable, InPaint выбираю. И выбираю модель InPaint плюс SD1.5, потому что модель Checkpoint SD1.5. Здесь выбираю 768, это размер вот этого вот карты, которая получится по IP-адаптеру 768. Кстати, можно 512, наверное, поставить. Вполне. Ну, давайте 768 оставлю. Вес Ctrl-Net оставляем тоже. Так, извиняюсь. InPaint здесь вес 0.55. Это из прошлого урока вот все. И здесь мы в IP-адаптере 0.8 выставляем. End Control Steps, а вес, по-моему, единица. Так, следующий, последний Ctrl-Net включаем. Это Tile. Tile, в общем, он делает так, препроцессор, да, выбираем Color Fix, чтобы зафиксировать цвета, чтобы они сильно не менялись. А Tile, он считывает подсказку с нашего изображения. Размер вот этой карты, которую он делает, 768 делаем, поточнее немножко. И вот Tile совсем на минимум выставляем 0.2, и конечный шаг тоже 0.2, только чтобы первый шум сгенерировался с помощью вот именно вот этого вот Tile, чтобы он своей подсказкой подсказывал, что там есть. Он, в общем-то, фиксирует, более-менее так фиксирует изображение. IP-адаптер тоже фиксирует, а InPaint, он, то есть, обрывает как бы работу. Так, ну и все, давайте... Так, нет, это еще не все. Переходим в скрипты, и в скриптах выбираем здесь SD Upscale, и в SD Upscale выбираем здесь какой-то апскейлер, да, можно выбрать, например, апскейлер SIAX вполне подойдет. И вот здесь самое важное выбрать уже тоже кратность апскейла. А двухкратный апскейл нормально будет, но будет вот так вот. Давайте я сейчас вам покажу. То есть давайте оригинальное изображение, которое было прямо вот в полном размере, то есть до того, как я его даунскейлил, это слева. Это вот получилось при двухкратном апскейле. Вот, двухкратный апскейл. И сейчас я вам открою трехкратный апскейл. То есть тоже для сравнения. А это трехкратный апскейл. Ну, разницу чувствуете, да? То есть этот апскейлер, он будет работать только при трехкратном апскейле. В прошлый раз, когда мы рассматривали эту технику, я об этом особо не говорил, и там автор тоже этого там приема он не говорил. То есть именно трехкратный апскейл нужен, в принципе, всегда вот, чтобы получить вот такое сходство. То есть, видите, то есть достаточно, на самом деле, сложно такое изображение проапскейлить вот такими способами в image to image, да. То есть вот такого вы обычными методами, скорее всего, не добьетесь. А так вот, да, вот она детализация, то есть она очень высокая. То есть это именно трехкратный апскейл, который я вот здесь выбираю. То есть здесь циферка 3 должна быть. И все. То есть нажимаем здесь Q-Prompt, и будет апскейл происходить где-то 2,5 минуты на моей карте. Даже почти 3. Вот. То есть такая долгая будет генерация. В итоге вы на выходе получите вот это вот. То есть вот такое вот изображение. То есть здесь практически ничего не изуродовалось. То есть просто детализация вот этих мелких деталей пошла прям в точности. Я сейчас давайте поставлю на паузу, потому что это будет процесс долгий. Ну, в принципе, я вам результат показал. Вы сейчас можете по плиткам, если видите. Да? Вот видите, первая плитка проходит, отрабатывает там и Tile, он подсказку нашего здесь дополняет, то есть более точно дополняет именно по пикселям, то есть с позиционированием. Вот IP-адаптер, естественно, тоже дорабатывает и стиль, и композицию тоже, он как бы и стиль композицию здесь перенимает, цвета, соответственно, тоже все это тоже учитывается. И InPaint, он просто обрывает на каком-то, ну, с какой-то силой как бы задает эту генерацию, какую-то свободу еще нашему промпту дает. Вот такие вот дела. То есть здесь мы можем какие-то промежуточные, да, вот такие плитки наблюдать. Но окончательный вариант вот такой вот. Давайте не будем дожидаться, просто время идет, у нас много тем, и мы просто все не успеем сегодня.
Так, я тут тараторю вообще здесь. Вы меня видите, слышите? Надеюсь, все в порядке. Так, я думаю, все в порядке должно быть, да? А то я так это... Чем больше говорю, я тем меньше отвлекаюсь и смотрю, что вы здесь, как бы, что вы со мной. Так, ладно, давайте я прерву эту генерацию, потому что... Да, все, вижу, вот тут прерву эту генерацию, просто смысла дождаться нет, вы это все попробуйте, у вас все настройки есть. То есть работает это хорошо, то есть этим можно пользоваться, но очень ресурсоемко. Даже при условии, что это именно LCM, модель быстрого согласования с малым количеством шагов. То есть вот такие вот дела. То есть, но стоящая штука. То есть если вам нужно проапскейлить, по-другому у вас просто, скорее всего, не получится. Супер тоже не у всех работает, там ресурсы тоже приличные, по времени тоже все прилично работает, то есть долго достаточно. У нас еще будет апскейлер в самом конце для Conf.ui, тоже интересный апскейлер там будет. Вот, давайте по поводу позы. OpenPose, тоже вопрос был, как сгенерировать позу. Смотрите, вот такое изображение, причем такого низкого качества, и вот с него надо позу забрать. Давайте перейдем в Image, я выберу модель SDXL какой-нибудь, свою любимую, Realvis XL V4 выберу. На ней остановлюсь. Открываем Ctrl-Net. Давайте я сразу настройки закину, чтобы промпт не вспоминать, что я там писал. Вот такой вот промпт простой. Я сейчас перевод даже нажму, чтобы вы тоже видели перевод. То есть я просто смотрю на изображение, пытаюсь описать, что здесь вообще есть. То есть женщина в футболке, джинсах с бокалом вина в парке. Можно на скамейке там еще дописать был. Какой-то вот универсальный негативный промпт я вставил, по-моему, негатив реалистики, я вот сюда добавил что-то такое. Может, что-то поудалял, не помню. Но такой вот промпт я в итоге почему-то на нем остановился. Сид давайте сброшу, чтобы разные значения получались, разные параметры генерации. 768 я поменьше поставлю, размер изображения. Можно 1024 поставить для модели SDXL, и то будет нормально. Я поставлю чуть поменьше, чтобы чуть-чуть побыстрее немножко генерация сейчас происходила. Вот, и открываю Ctrl-Net, в Ctrl-Net забрасываю это изображение, с которого будут брать эту позу. Выбираю Enable, выбираю OpenPose. Так, OpenPose, вот она. Выбираю OpenPose, это пресет. У меня вставляется препроцессор. Я из препроцессора выбираю DV OpenPose. Это более точный препроцессор для формирования позы. Более перспективный такой. DancePose там тоже, это своеобразный там препроцессор, но DV-Pose хороший, full. Он будет учитывать там и лицо, и руки, и кисти, там все подряд, в общем. В Conf.ui есть возможность отключать в этом препроцессоре кисти и лицо. Не всегда это нужно. Выбираем модель, на всякий случай, если у вас что-то не то выбралось. Самая нормальная модель это OpenPose XL2. Она весит 5 гигабайт. Это большая модель. Вот эти вот LoRa OpenPose XL, похуже она работает. Rank 256. Это такой поджатие по точности идет. То есть, если вы LoRa обучали, вы наверняка сталкивались. Там есть для SDXL, можно по точности Rank вот этот поджимать, и 128. Я обычно так не делаю, кстати. Я обычно прям по максимуму выбираю, то есть обучаю LoRa по максимуму, и потом уже я ее конвертирую. Потому что, чтобы лишнее время просто не тратить, вы уже можете при конвертации потом сравнить. То есть вот у вас оригинальная, вот у вас рэнк там 256, а вот у вас рэнк 128. Там разница в объеме колоссальная просто. Вот это 5 гигабайт весит, это весит там значительно меньше. То есть и может быть хорошо, а может быть не очень. То есть по-разному может работать модель. Можно в принципе и это попробовать выбрать тоже. Я сейчас просто выберу вот эту свою большую модель, 5 гигабайтную. И можно поставить здесь 768 или Perfect Pixel. То есть вот это уже разрешение вот этого препроцессора, то, что у нас сформирует, убирается и уже берется, исходя из нашего размера изображения, который мы генерируем. То есть Perfect Pixel, то есть сам он выберет, то есть разрешение вот этой вот карты позы. Так, и все. В принципе, здесь больше ничего делать не надо. То есть можно нажать Generate. Вообще лучше было бы сразу, наверное, понизить вес этой модели до 0,7 хотя бы немножко. И End Control Steps тоже, да, до 0,7, там до 0,8 можно так понизить немножко. Так, модель немножко долго загружается, потому что 5 гигов она весит. Немало. Вот. С руками будет, естественно, проблема. Почему? Потому что вот когда вот это переплетение рук идет, это
в общем-то, самое тяжелое как бы для модели генерировать эти всякие переплетения. Но можно поучить, то есть если вот такие вот сложности, да, какие-то идут с руками, там руки как-то вот так вот, да, вот там скрещены, еще что-то, вы немножко понизите просто вес немножко понижайте, End Control Steps тоже немножко может понизить, но End Control Steps будет влиять только на детализацию, то есть он у вас не повлияет именно на качество, правильную анатомию там. То есть вот вес повлияет, то есть силу этой модели вы меньше делаете, то есть может быть поза будет не в точности перениматься, немножко там свобода какая-то будет, но вероятность тогда вот этих вот косяков с руками будет меньше. Вот. End Control Steps на косяки никак не влияет, только на детализацию. То есть у вас отпускает как бы модель от генерации потом. Вполне вот более-менее нормально получилось, можно там остальное это и как доработать можно. Ну вот бокал, да, разбитый получился, давайте еще раз сделаем. Разрушенный бокал. Но очень более-менее похоже, то есть видите, вот исходное, то есть повод перенимается. Здесь два бокала, ну любит он, короче, по два бокала здесь сделать. Генерацию не одну придется сделать, там, не знаю, штук 10 как минимум, наверное, чтобы примерно хоть что-то более-менее получилось. Ну, вот такая, допустим, да, генерация. Лицо испорчено, руки испорчены. Ну, с руками я сейчас не буду показывать, с лицом очень просто. Автодетейлер просто включаете, лицо восстанавливается с руками. Через Ctrl-Net, Depth и Hand можно попробовать, но лучше просто сделать другую генерацию. Попробуйте просто сгенерировать, хоть более-менее, чтобы руки были адекватные какие-то. Такие лепешки там потом справить будет очень сложно. Это руками назвать невозможно просто. Что-то такое вот еще, да, можно. То есть рука за бокалом хотя бы. Это можно, наверное, поправить через Depth потом как-то. Вот. Ну, с лицом проблем не будет. Автодетейлер просто включили. Вот примерно поза как-то вот забирается. Я сейчас не буду углубляться, но смысл вы поняли. То есть на одной генерации не получится. Важно вот это именно вес понизить. И выбрать правильный препроцессор. Это важно тоже. Посмотреть, что делает препроцессор. Себя можно вот так All Preview. И вот эту кнопку, не знаю, со взрывом каким-то, как она... Короче, красная кнопка какая-то со звездочкой. И вот такой вот препроцессор. Если вы хотите его поправить, да, вы иногда можете поправить. Нажмите здесь Edit, да, нажимаете, и можете там ногу там переместить, там еще что-нибудь, потом отправить в позу вот сюда, да, и все, этого достаточно. То есть не надо здесь ничего перекидывать туда-сюда, то есть этого достаточно, то есть то, что вы поменяли вот здесь. И снова нажимаете там Generate, у вас уже получается какое-то немножко другое изображение. Здесь он позе прям в точности так не следует, потому что мы просто вес Ctrl-Net немножко прибрали. Если мы его будем к единице ближе делать, то он будет поточнее немножко позу брать. Здесь в лавку немножко выросла. Ну, в общем, с первой генерации не получится прям так идеально, но то есть у меня вот вчера вот что-то такое получилось. С руками немножко, да, косяки, но вот такое можно вполне получить там раз с 10-го, наверное. Как минимум, тоже точно можно. Ну, более-менее. С лицом можно поправить. То есть, если у вас что-то понравилось, сид зафиксировали, все, и включаете уже автодетейлер. Это же изображение уже будет с установленным лицом. Даже промпт писать здесь не обязательно, то есть, можете просто оставить все по умолчанию. То есть, в точности будет то же самое изображение, и автодетейлер уже отработает лицо, и оно восстановится. То есть, ну, там просто надо denoising strength немножко повыше еще сделать, и будет подетальнее еще. С руками, только потом уже перекидывать в image to image и Ctrl-Net исправлять, пробовать точнее исправлять, он тоже не 100% работает. Так, вот так вот. Давайте теперь, так, забыла здесь метку поставить временную. Давайте теперь перейдем вот к этому изображению. Что у нас здесь можно сделать? Так, а что у нас здесь можно сделать? Что я сделал и в чем я это делал? Сейчас я хоть вспомню. Много различных тем, я уже не помню, на какой модели я это, кстати, сделал. Антропоморфик модель. Так, здесь я тайл использовал. Сейчас я вспомню прям чуть-чуть хотя бы. На модель 1.5 я такое сделал. Использовал здесь тайл и промпт какой-то, да. Ну, сейчас попробуем повторить. Давайте попробуем повторить. Так, сброшу все настройки. Загружаем модель Juggernaut Reborn.
закину сейчас просто... Так, сейчас он загрузится. Закину сит тот, точнее, закину промпт антропоморфный волк, сидящий на стоге сена, фотореализм. Я пытался его фотореализм это преобразовать, но прям не такой, конечно, фотореализм получился. Но что-то интересное все-таки получилось, тем не менее. Негативный промпт я сюда даже никакой не добавлял. Настройки вот такие. Это Harris Fix нам, наверное, не нужен. Размер изображения там какой? 840. Ну вот такой, да. Это Harris Fix включать я не буду. Сид я давайте оставлю просто пока. Пускай на этом будет сиди. Так, Ctrl-Net включаю. Закидываю, естественно, наше исходное изображение с этим волком. Важно вот эти пропорции, да, я как их сделал. Я пропорции взял с этого изображения, потом взял замок, поставил и его поправил. По-моему, так я сделал. Здесь, видите, 1200 на 900. Я эти размеры забил, потом замок вот так поставил и уже потом уменьшил размер изображения до 840, а нижний размер уже из пропорций взял сам. То есть я понизил, то есть 1200, вот исходный размер, я его прям так и закидываю, а вот генерирую я не в этом размере, то есть не 1200. Потому что для модели 1.5 это не очень хорошо. Кстати, у меня не 1.5 выбрано. Я сейчас выберу... Так, не ту выбрал, ладно. Сейчас перевыберу. Если фотореализм какой-то хочу получить, соответственно, модель должна быть фотореалистичная. Так, сюда закинул, значит, в Ctrl-Net, включаю Ctrl-Net обязательно и выбираю здесь модель Tile. Здесь модели Tile. Так, модель Tile я, по-моему, при процессоре оставил такой же, а вот вес я, по-моему, понижал. Сейчас я посмотрю, какой там вес у меня был. 0,3 вес. И N-Steps мне еще тоже интересен. Так, N-Steps, по-моему, единица. Так, 0,3, то есть, видите, я его не сильно задираю. То есть, единица это многовато будет для именно тайла. Так, модель сейчас опять меняю, потому что время уходит на загрузку. Фотореализм эта модель умеет делать. Также еще можно использовать модель, например, какой-то Realistic Vision, там, да, ну, тоже подойдет. То есть, то, что фотореализм какой-то делает. Вот Ctrl-Net включил, выбираю здесь Tile и выбираю препроцессор и модель, да, и вес, главное. Вес понижаю 0,3. Большой не надо делать. Нажимаю Generate, давайте посмотрим, что получится без негативного промпта вообще. Так, и что-то получается не то. Получается сильно не то. А почему? Потому что я, наверное, в Image to Image это все делал. Да, я это все делал в Image to Image. Блин, вот дела. То есть в Image to Image да, я закидывал, значит, исходное изображение. По изображению брал. Давайте прям тогда так покажу. То есть 840 вот здесь ставил. Это уже нижнее подтягивается в зависимости от пропорций. Так, давайте сид все-таки подгружу. И вообще все подгружу, наверное. DPM++ 2M, то есть 20 шагов, это все, в принципе, не важно. Denoising Strength 0,7. Так, размер только что добавил. Ctrl-Net надо заново. Это я в Image to Image перешел, изображение на вход закинул. Промпт позитивный, негативный не добавлял. 0,7 Denoising Strength и выбираем Tile и выбираем ему вес 0,3. Вес 0,3. Все остальное оставляем по умолчанию, только надо Ctrl-Net включить. Изображение на вход берется из Image to Image, то, что мы вот сюда поместили. И вот такое вот изображение получаем. Давайте случайный сид теперь поставлю. Вроде все так. Ну, короче, вот такие вот вещи получаются. Ну, понятно, тут какие-то косяки будут, не каждое изображение будет нормальное. Ну и можно тайлом, вот этим вот весом тоже управлять. Прям фотореализм какой-то, конечно же, не получится. А Denoising Strength тоже можно им управлять, можно немножко пониже, побольше делать. То есть надо его тоже подбирать. 0,66 давайте. Да, ну там мне вот прям удачный сит я, похоже, поймал. Неплохой был.
Давайте тоже 0,7 вернем обратно. Если чуть выше я начинаю делать, прям в настоящего волка начинает уже где-то резко превращаться. Давайте вот так. Ну вот так вот, да, видите, уже более настоящего волка начинает превращаться на чуть пониже. Но опять же, с одной генерации вы не оцените. По идее, 4 генерации хотя бы надо сделать, чтобы понять, что вот на этом сиде стабильно вот так получается. Вот какой-то кибернетический волк. О, прикольный получился. Ну, такой, короче, то есть подбирайте сид, подбирайте, опять же, тайл тоже нужно подбирать. Может быть, его нужно повыше поставить тоже, чтобы он лучше считывал и постабильнее изображение было, так сильно не разлеталось. То есть тайл, вот эта подсказка, она сдерживает это изображение. Там, ну, давайте 0.45 попробуем. Просто для эксперимента. Ну, тут можете сами экспериментировать. Ну, вот. Ничего, да, кстати. Такой, ну, не сказать, что это прям фотореалистичный волк, да, то есть он на таком динозе и не получится фотореалистичный. Если мы будем его повышать, то есть оно как бы изображение, понятно, что оно настоящего волка не может быть, то есть это, ну, мультяшный персонаж. То есть он может быть на какой-то степени похожим, но в настоящего волка, как он начнет превращаться, он просто начнет улетать куда-то в никуда. То есть это изображение, оно связано с этим уже исходником не будет. То есть просто будет волк стоять на стоге сена, грубо говоря. Но вот таким вот образом можно подбираться, скажем, к какому-то фотореализму. Давайте еще попробуем немножко повысить вот здесь тайл, чтобы он больше сдерживал изображение. Можно еще какие-то Ctrl-Net пытаться подключать, но вот это уже начинает расколбашивать изображение. Да, это уже многовато, наверное. То есть либо то, либо это надо куда-то уменьшать надо. Так, давайте остановимся на каком-то более-менее адекватном состоянии волк и пойдем дальше. Ну, пускай вот так будет. Остановимся на вот этом моменте. Мне вот это вот изображение понравилось, прикольно получилось, мне кажется. То есть и поза вот сохранена, и волк, и его одежда, кстати. Только такой вот фотореалистичный прям практически стал. И, кстати, еще один из приемов, то есть вы можете вот сюда вот на вход закидывать прям вот это изображение у вас до какого-то состояния получилось, и вы уже дальше дорабатываете, чтобы, ну, по максимуму сохранить как бы вот сходство какое-то хотя бы с исходником, чтобы оно просто как бы совершенно новое не получилось. Здесь уже Denoising Strength так понижаете, там подбираете опять же. То есть и здесь надо понизить надо. Ну, короче, вот этим вот можно пользоваться. То есть Denoising Strength и вес, то есть уже как-то его там дальше детализировать. Здесь, наверное, маловато. 0.6. То есть какой-то уже более-менее фотореализм получили. Ох, прям что-то не туда пошло. Ладно, давайте продолжать, наверное, другие темы. А то можно тут вечно провозиться. Давайте переходить на Conf.ui теперь. Так, я закрываю автоматик и будем переходить к Conf.ui. Загружаю Conf.ui. Так, общие вопросы. Это уже было. А, вот, кстати, отправляем изображение на вход. Так, наверное, начнем, да, такая тоже небольшая, такая теоретическая такая вставка будет. Так, что у нас здесь было? А, какая-то заготовка. Да, сейчас мы сделаем. Так, ну все, загрузилось. Это у меня уже готовая такая схема, просто какая-то начальная. Начальная схема. Сейчас на SDXL модели что-нибудь прогенерируем, просто вот пройдемся. Смотрите, у нас здесь в этой схеме... Так, ладно. Так, это я сейчас заметку поставил. В общем, в этой схеме у нас просто генерируется изображение, исходя из какого-то исходника. То есть вот такой вот исходник, тоже сгенерированный. Вот я его сюда добавляю. Здесь в сэмплере выбираю, соответственно, такой Denoising Strength. Там хочу как-то преобразовать, но это сейчас не про это. К примеру, я что-то преобразовал и хочу теперь вот это изображение нам закинуть на вход. Я раньше показывал вам вот примеры, да, Open Image, то есть открываем изображение вот так вот, сюда переходим, вот отсюда берем, вот так вот перетаскиваем и теперь вот сюда кидаем, да. А можно сделать по-другому. Давайте Denoising Strength побольше поставлю, чтобы прям заметно были разницы, что это и это изображение сильное, чтобы отличались. Вот, ну, например, вот так, да.
Можно делать проще. Это подсказали вот в группе там по Conf.ua. То есть люди тоже развиваются. Я тоже какие-то моменты, ну, такой момент, кстати, не знал. Send to workflow, current workflow. То есть отправить в это же workflow на вход. Оно вот это изображение отправляет в начальное изображение на вход. Вот не знаю, если их будет несколько, да, то есть их несколько будет, в какое оно отправит, наверное, во все, что ли. Ну, не пробовал, то есть тут тоже. Но вот если одно такое входное изображение, то здорово, да, отправляет сюда. Это, кстати, если вы работаете в InPaint, да, ну, то есть InPaint какой-то здесь делаете, там перешли, да, и в InPaint там рисуете там что-то, скажем, хотите детализировать там какие-то вот шапку там и там какое-нибудь вместо платка там сделать там или волосы поменять. Ну, например, вот так, да. То есть, и вот в этом случае вы можете перекидывать. То есть поменяли там шапку, да, к примеру, раз, перекинули вот так вот. Ну, здесь нет InPaint, это схема без InPaint. Поэтому здесь это сейчас работать, конечно, шапкой не будет никак. Да? По-моему, не должно работать. Не точно не должно. Маска не подключена. Это просто случайность. То, что здесь вот перегенерировалось, но реально оно не могло ниоткуда взяться. То есть это случайно. Здесь нет схемы InPaint. Вот, и перекидываете просто дальше на вход. Там дальше поменяли там еще какую-то одежду, там перекинули на вход. То есть достаточно удобно, не открывая вот эти вот какие-то лишние окна. Так, давайте дальше переходить, чтобы это все поплотнее так было. Так, и сейчас я давайте переключусь на Conf.ua, а то у меня другая. Стрим вопрос Conf.ua, я теперь здесь. Так, сейчас давайте прям быстро прочту хотя бы хоть что-то здесь. Так, да, вот вопрос там задали. По Conf.ua модель появилась для тройки Tile. Есть такая модель. Сегодня у меня просто в планах про нее нету говорить. Но они есть, эти модели. Это, кстати, очень легко все найти. И схему-то я показывал. Я же показывал, по-моему, в каком-то предыдущем стриме, как работать, по-моему, в предыдущем в стриме показывал, как, ну, схема там есть, как работать в Conf.ua с ControlNet для SD3 модели. Сами модели вы можете найти очень легко. SD3, ControlNet. Так, ControlNet, это Kenny, здесь она самая популярная почему-то, но есть и Tile тоже. Пишите Tile. И вот она, эта модель Tile. То есть ничего такого нет, а вот она вся здесь. И вот скачивайте эту модель, просто переименуйте ее SD3 Tile и поместите ее в Models ControlNet. И она у вас по той схеме, которая из предыдущего урока будет работать. То есть, ну, я думаю, я ответил на вопрос. То есть просто смысла особого нет показывать, я же это показывал. А потом еще выйдут, наверное, какие-нибудь модели, я уже потом покажу. Просто ничего нового нету. Есть пока три модели для SD3. Это Tile, это модель, по-моему... Так, это Kenny точно, и модель OpenPOS. 3 модели. OpenPOS, Kenny и Tile. Вот 3 модели, вы можете ими пользоваться уже на данный момент. Просто их находите, скачиваете, перемещаете их в папку ControlNet и уже в схеме там выбираете. Так, давайте теперь перейдем к теме. Вот такая штука, смотрите, хотел показать еще вам интересно. Смотрите, вот бывает, когда вы закидываете какие-то схемы, некоторые узлы не определяются в менеджере. Вот так в менеджер зайдете, install missing custom nodes, и не определяются они здесь. Такое бывает. Некоторые узлы не включены как бы в менеджер. И, соответственно, их так просто поставить не получится. Но как вообще узел найти? Вы, кстати, может быть, даже и не имеете схему, да, вы где-то там, ну, смотрите, например, большой чат у нас там, да, там люди скриншоты выкладывают. Они выложили скриншот, вы видите скриншот, хотите повторить. Вы видите название узла, например. Вот сейчас мы приблизимся здесь. Так, а здесь у меня что-то название узлов не показано, я их, похоже, где-то отключил. Есть название узлов, по-моему, где-то показывает. Где-то я галочку, похоже, снял. Не здесь. Она, наверное, в менеджере. Так. Вот здесь. Вот смотрите, менеджер заходите. Badge. И здесь прям показываете никнейм. Ой, точнее, это скрывать, да. ID, никнейм. Так. Наверное, просто никнейм. ID и никнейм.
То есть выбираете, и у вас есть название, это какие-то айдишники вот этих вот узлов, и бывает название показывает. И вот в схемах, если вы видите, вот обычно включают люди тоже название, чтобы можно было как-то ориентироваться, что это за узел вообще. Но еще можно ориентироваться по вот этому названию, то есть либо вот это название, видите, здесь даже Python's Go, то есть это библиотека показана. То есть это, видимо, где-то в библиотеке, вот, точнее в этом наборе кастомных узлов прописано вот это вот Python's Go, потому что у него какого-то даже своей вкладки отдельной нет, то есть там набор везде раскидан. То есть Python's Go, то есть это легко найти. А вот бывает вот так вот, да, SDXL Prompt Styler, и как его искать, то есть, например, вы в поиске где-то там в Яндексе набираете и не можете ничего найти, то есть нет такого узла. У него есть пример у этого узла, ну, это не конкретно про этот узел вообще, то есть, например, там вот это, да, возьмете config custom там какой-то, или Google Translate текст нот, допустим, ну вот так вот, да, вы начнете искать, и вы не сможете просто так найти, потому что это библиотека, AlicPet она называется, а здесь нигде в названии не присутствует, то есть по вот этому названию у вас может не получиться найти. Для этого есть такой ресурс, очень интересный ресурс. Вы сюда можете забить, например, Google Translate. Давайте попробуем найти Google Translate. Ну, вот здесь он уже подсказывает мне. Google Translate, текст. Видите, он прям отдельные узлы знает. Не весь набор вот этих узлов AlicPet, а отдельные узлы. То есть я просто начинаю вбивать, а мне через поиск этот узел находит. Я выбираю, да, мне нужен вот Google Translate, текст and code. Выбираю, и вот мне прям показывает репозиторий, на котором я могу этот узел посмотреть. Визит GitHub, то есть посетить от GitHub. И вот, пожалуйста, отсюда могу установить и ознакомиться с этим набором узлов. AlicPet он называется, а дальше могу просто перейти уже в ConfUI, найти этот узел вот здесь, вот AlicPet, там через поиск. Ну, в общем, как обычно это все делается. Вот он, AlicPet, и уже установить, он у меня установлен просто. В общем, вот такой вот хороший ресурс, вы обязательно им пользуйтесь, когда хотите найти что-то по изображению, оно наверняка просто понадобится. То есть наверняка где-то что-то на скриншоте кому-то увидите и не сможете определить, что это за узел, где его искать. То есть не тратишь время, вот таким ресурсом можно пользоваться. Переходим к следующей теме. Следующая тема у нас Colors. И Colors плюс ControlNet. Давайте я сначала закину просто вот схему Colors. Так, схема Colors, да, и я ее немножко обновил, вот эту схему, добавил вот сюда вот такие вот теперь стили. Это стили, здесь можно прям модели, да, выбирать, но давнишняя уже штука. Просто на самом деле достаточно удобно. Здесь можно от фокуса взять какие-то стили, прям как в фокусе, видите, так прям показываются значки. То есть можете вот эту схемку себе тоже закинуть. И мне кажется, вот такой вот схемой немножко поудобнее пользоваться. Сюда я добавил свои SDXL styles, которые у меня находятся в SDXL styles, вот в этом расширении. Здесь можно просто файл выбрать SDXL styles my. То есть здесь уже мои стили, вот, которые я прописывал. Они, естественно, без картинок. По поводу картинок я, честно говоря, не изучал. Но я так думаю, картинку надо просто приложить какую-то, наверное, рядом с этим промптом куда-то. Ну, ладно, это потом я разберусь, куда эти картинки прикладывать, пока не подскажу. Вот, пишем, например, какой-то простой промпт, выбираем какой-нибудь стиль. Давайте я сейчас просто нажму Generate. Женщина в строгом костюме, да, но это, может, не особо интересно будет. Но можно какой-нибудь стиль выбрать. Это модель Colors. И здесь используется, в принципе, ну, та же самая схема Colors с прошлого стрима. То есть я там показывал эту схему, и она, в принципе, стандартная. Вы всегда, если не знаете, где искать, заходите в папку ConfUI, заходите в папку Generate, ConfUI, да, в папку Custom Nodes. Здесь находите этот узел, Colors он называется. Это, кстати, ControlNet Colors, не тот. Вот этот вот Colors, в wrapper, по-моему, называется. Есть Examples, и есть обычно схема вот здесь в Examples. То есть можете эти схемы сразу потестировать. Вот какие-то изображения выдает. Можем разные стили повыбирать и попробовать с разными стилями здесь погенерировать. Так, я вот хотел показать имидж to image, а в прошлый раз не показал. Например, берем вот такое вот изображение, подкидываем его на вход
его кодируем, схема абсолютно та же самая, которую я прям только что вам открыл, только я на вход изображения теперь подаю вместо латентного пространства, ее кодирую и подается от латентное пространство. Если мы подаем вот так вот изображение, вместо вот этого узла, то у нас уже, соответственно, за исходник берется какое-то изображение. Denoising strength здесь выставляем. Здесь, кстати, видите, не denoise прописано, а как в автоматике denoising strength. 0.75, например. И вот с этим изменением мы будем пересчитывать. Здесь у меня выбран стиль GTA и просто в промпте женщина. Нажимаем QPrompt, давайте посмотрим, что получится. И вот с разными стилями вот так вот прикольно сейчас получается. Неплохо, кстати, модифицируется. То есть прямо поза, все забирается. Примерно цвет одежды, там форма одежды. То есть вот такие вот изображения формируются буквально по одному стилю GTA. Давайте выберем какой-нибудь еще там другой стиль. Например, GTA отключим. И, кстати, можно несколько стилей одновременно выбирать вот в этом узле. Давайте выберем какой-нибудь... Так, icon, вектор, тату, алхимия, мультяшный. Так, что у нас интересно? Бабл. Портрет стикер. Давайте посмотрим, что у нас со стикером будет. Да, неплохо генерирует изображение. Я вам хотел еще классную тоже штуку. Ну здесь, кстати, вот denoise уже для этого высоковат. Можно поменьше немножко denoising strength поставить. Может быть, что-то и толковое получится. Короче, кричащая женщина. Платье забралось, стиль поменялся. Но это, конечно же, стиль не стикера. То есть явно не стикера. Cinematic, аниме. Там можно, в общем, разные выбирать. Давайте еще последний раз еще сейчас генерирую. То есть на вход изображение запросто можно подавать. То есть можно от изображения работать. Это стиль аниме. То есть вот типа анимешку такой получили. Промпт вообще примитивный, только вот один стиль. Можем, естественно, стили от фокуса выбирать. Что там у нас есть от фокуса. Так, давайте какой-нибудь включим. Здесь, кстати, есть вот эти вот мастерпис, там всякие вот эти стили тоже типа должны работать как-то. Так, гейм RPG, там давайте аркад. Давайте аркадную игру какую-нибудь попробуем, посмотрим. Превратится она в аркадную игру. Ну да, вот типа в стиле аркадной игры. Прикольная штука, кстати, может поиграться. Очень здорово понимает промпт. И вот с чем вообще связано такое определение? Да? Вот высокий denoising strength. Вы сейчас выберете модель SD 1.5. С этим denoising strength вы просто удивитесь, что там вообще модель выдаст. Она там все перекорежит. Почему так вот происходит на каких-то моделях? На SDXL, кстати, моделях тоже здорово понимает изображение входное. Модель, здорово, как на определенном уровне, здорово, лучше, чем модель 1.5. Это зависит от модели Clip Vision. То есть вот у каждой модели, у каждого типа есть своя модель Clip Vision. Она как раз таки оценивает, насколько модель понимает изображение входное. Вот, насколько она может оценивать точно. И вот модель Colors, она вообще неплохими параметрами клип модели, да, обладает. То есть там большой объем, там около 20 гигов, это только клип модели у нее весит. То есть она неплохо, как бы вот этот Clip Vision очень, видимо, здесь хороший, она здорово оценивает, то есть входное изображение, никакого Control-Net, в принципе, даже и не нужно. То есть, видите, OpenPose не нужно, то есть она прям входное изображение оценила, то есть если вам нужно на основе входного кого-то сделать изображение, то вполне можно вот так вот найти входное изображение и его просто переделать в любой стиль. Хорошая штука, реально полезная. И вот Clip Vision здесь сильный. Кстати, в модели SD3 тоже Clip Vision очень сильный. Я просто не раз вижу, там, как вот выложу ролик какой-нибудь про SD3, сразу начинается там хай, там, да SD3 вообще там ничто, там, зачем ты вообще ее там рассматриваешь. Смотрите, SD3 модель, неправильно так говорит, что она там какая-то вообще там убогая. То есть она, может, людей ты плохо генерирует, она там, да, обнаженка не генерирует, это not safe work, да, не делает изображение, но тем не менее она обладает сильными сторонами. И вот эта модель тоже обладает сильными сторонами. Она здорово понимает цвета. Вы скажете, вот здесь, кстати, на колоре, да, вот вам пример сейчас вот такой вот. Сейчас генерирую, я просто подкидываю сапромпт. Вы его также можете подкинуть, эта папка у вас будет в зипе. Сейчас просто посмотрите. Смотрим, да, давайте сразу пока генерируется, смотрим на промпт. Спортивный стиль, европейская женщина в синем платье, красных штанах, черной шапке.
Смотрим, что сейчас генерируется. Красные штаны, синие, ну, не платье, да, здесь строгий костюм, шапка. И какой-то, типа, спортивный, да, стиль. Ну, сейчас спортивный уберем, а у меня вообще будет там какой-то средние века какие-то генерировать. То есть, ну, просто давайте несколько сидов сделаем, там, случайный сид. Сейчас, я думаю, что-нибудь спортивное может вылезти. Это одна из просто моделей. Стиль здесь нигде не подключен, вообще ничего нет. Только вот этот промпт, негативного промпта вообще никого нет. То есть вот, что вы видите вот на русском языке, только вот в поле зеленом стиле. То есть, ну, может быть, да, не спортивный, но такой какой-то современный стиль получился. Модерн стиль какой-то. То есть она цвета очень здорово оценивает. SD3 также цвета очень здорово оценивает. SD3 даже еще лучше. Она понимает позиции на кадре. Вы, например, можете описать в SD3 в левом нижнем углу, можете сказать, в правом верхнем углу. Она это понимает. То есть вот у нас есть уроки в Config, где вначале мы позиционировали промпт. Да, с SD3 это вообще не нужно. Она понимает вас просто со слов. То есть вы просто описываете, и она понимает, куда что, ну, расположить. Единственное, размер, да, не понимает. То есть если мы там позиционировали промпт, мы еще размер указывали. Тут не надо. Вот Colors не понимает. То есть она не понимает позицию этого промпта на картинке. Но изображение учитывает. То есть вот здесь у меня нет, наверное, примера такого. Но если мы скажем, давайте просто вот напишем сейчас в промпте, как мы там делали, у нас основной объект женщина. Давайте женщина возле костра. Можем описать, в чем она одета. Это будет учитываться, кстати. Она возьмет женщину возле костра. Давайте запятую поставим. Там рядом верный пес, ну, то есть собака просто. Там светит красная луна, или там, давайте большая луна просто. Но вот здесь бесполезно писать там луна в правом верхнем углу, это можно не делать. На SD3 можно делать такое, она будет понимать. Но это она учтет сейчас все моменты. Если мы сейчас начнем дополнять, в чем одета женщина, она это тоже будет учитывать. То есть это все будет работать. И вот эти все моменты на изображении тоже, они достаточно неплохо учитываются. Кстати, посмотрите, какой размер изображения. Здесь я, видимо, из последнего не перекинул. Смотрите, ну картинка вот такая получилась, красивая картинка, кстати, и стиль прикольный. Смотрите, 1408 размер изображения, да? То есть размер изображения даже при таком размере, то есть нет никаких поломных, там, неадекватных каких-то анатомий, то есть все, в принципе, ну, нормально, собаки нормальные, ну, то есть луна крупная, как я описал, то есть женщина в нормальном виде они выглядят. То есть размер вообще гигантский просто. Там взять, если SDXL модель, она там точно вам начнет портить анатомию, это прям 100%. И здесь детализация, она соответствует этому решению. То есть понятно, что это изображение можно еще продетализировать, и оно будет, скорее всего, лучше. Но мы можем генерировать, в принципе, на 1024 изначально. Я как вот делаю, 1024 генерирую, мне нравится изображение, стиль нравится, потом раз переключаю на 1408, чтобы вообще апскейл не делать. А здесь немножко, да, посочнее там изображение может быть, но детализация прям заметно хуже. А вот, допустим, потом мы можем, то есть вот стиль какой-то уловили, понятно, что сид мы не поймаем здесь. Бесполезно, наверное, фиксировать. Сейчас зафиксирую просто для примера. Зафиксировал сид, включаю уже другой размер, но изображение будет точно другое, но уже детализация будет выше, а стиль будет примерно похожий. Да, ну вот такие вот изображения. Понятно, можно дальше описывать, там, может быть, и стиль, и, может быть, и год, кстати, можно год описать, или какое-то направление, то есть это больше для оформления книги какой-то, может быть, пригодно, там, журнал, какое-то рисованное такое, полурисованное изображение, вот, но детальное достаточно. Ну, прикольное изображение, то есть все элементы учтены, которые я задал здесь. Если сейчас одежду женщины опишу, она тоже будет учитываться. Давайте женщина там в красной куртке, например. И синей шапки, да, ну, посложнее даже. Посмотрим. Надо только было выбрать, наверное, не 1000, чтобы побыстрее все-таки генерация шла. Естественно, размер изображения больше, генерация будет дольше.
Да, видите, синяя шапка, красная куртка, все есть, то есть все это есть. Естественно, все-таки, ну, генерируйте первые кадры на 1024, так побыстрее происходит, уже потом можете вот такие детализированные кадры более-менее получить. Просто я рядом имею вот такой вот узел. Узел, кстати, модель SDXL, Empty Latent Image, в принципе, подходит, да? Подходит, да. Ну, да, можно такой использовать. Так, текстуры, кстати, можно неплохие делать. Вот здесь промпт, просто мрамор текстура. Размер изображения 1408, тоже большой. Чтобы без апскейла прям сразу детализированное достаточно изображение получать. Но текстура будет не бесшовной, конечно же, это. То есть бесшовности здесь не будет в таком варианте. Текстура мрамора. Я знаю, у нас на автоматике занимался мужчина вот мрамором, и ему вот пригодится такое, мне кажется, прям текстура неплохая получается мрамора. Похоже, с золотым вкраплением. Фотореалистичный вот портрет тоже неплохо делает. Но они такие, как бы на миджорность какие-то похожи. Конечно, прям не прям портрет такой фото, но интересный стиль. Типа миджорневского такого вот стиля, да, вот получается. В принципе, тоже классный. Арт вот с драконом тоже, ну, тоже вчера вот делал. Ну, это все есть будет, вы просто можете закинуть. То есть прикольно. Вот самое главное то, что слаженные объекты, то есть нет какой-то каких-то мутаций таких непонятных, несмотря на то, что изображение большое достаточно и детальное. То есть оно и без апскейла, в принципе, пригодно для просмотра. Там можно в фотошопе немножко контрастность поправить, и вообще шикарно будет. Вот автомобиль там вот я выкладывал, то есть тоже прям вот очень детально. Это 1408 размер изображения. То есть шина, прям все прорисован. И самое главное, нет этих вот каких-то неадекватных элементов. То есть прям все слажено, вот все четенько. То есть рессоры там даже вот видны. Ну, вообще удивительно, конечно, насколько модель вот слаженное изображение выдает. Ну, понятно, что не идеально, да, не идеально. Есть там вот знак, это КамАЗ вообще был у нас. КамАЗ я закидывал сюда. И я просто заметил еще на SDXL, КамАЗ представляет, что такое примерно. Давайте оффроуд уберу вообще, сейчас попробуем без оффроуда. Посмотрим, что получится. Можно разные стили опять же выбирать, то есть возможности очень большие. Сейчас еще изображение классное покажу тоже. Женщина с пивом. Смотрите, просто обратите внимание на пальцы. То есть на каточки там, ну, не идеально, да, но очень неплохо, кстати. По крайней мере, 5 пальцев, это уже не может не радовать. А пенка какая? Вообще отличная. И вот эта каустика, там просвет этого света, да, то есть через пиво, вообще шикарно. То есть стекло прям смотрится как стекло. Даже капельки какие-то запотевшие почему-то, не бокал, а женщина. Ладно. То есть вот, ну да, что-то похоже на КамАЗ. Значка не знает, но похоже на их стиль кузова. Какой-то мощный аппарат. Давайте вот это изображение тоже закину, покажу. Ну, здесь я, да, короче, голая женщина углубился, но она получилась не голая, но на каких-то кадрах она будет голая, скорее всего. То есть Not Safe for Work здесь тоже генерирует. Это, в принципе, SDXL модель, то есть SD3 не генерирует, то есть там пофиксены всякие вот эти вот Not Safe for Work моменты, здесь нет, это свободная модель. Вот, ну, то есть вот такой вот промпт был, я уже не буду сейчас на генерацию нажимать. И ладно, давайте теперь перейдем теперь к ControlNet. Эта вот схема с ControlNet, она будет тоже у вас здесь в этом zip-архиве. То есть вы это все посмотрите тоже. Запотевшие, да, 5 пальцев. Смотрите, схема вообще сильно отличается от того, что вы только что видели. Она на самом деле кажется похожей, но здесь настолько все изменено, сэмплер другой используется. А вот эта вот модель патчера совсем другая, то есть загрузка UNet модели отдельно происходит. Кстати, UNet модель нужно тоже отдельно скачать. Давайте я вам покажу. Смотрите, вот здесь есть ссылка на страницу разработчика. Вот эта ссылка. Найти в менеджере, да, вы просто можете в менеджере так щелкнуть. Install Missing Custom Nodes, найдете этот узел, то есть без проблем, то есть он у вас найдется. Install Missing Custom Nodes, когда закинете вот эту мою схему. То есть кинете, и узел у вас установится. Но работать не будет. Не будет почему? Потому что вам нужна еще модель UNet специальная. На самом деле эта UNet модель, она встроена. Эта UNet модель, она встроена в этот
как бы в этот colors, да, модель, но вот чтобы CTRL-NET именно работал, нужно ее отдельно поставить. Поэтому здесь нужно будет щелкнуть по какой-то ссылке. Здесь, видите, куча ссылок, еще вспомнить, какая из них. Но вот где-то UNET должно быть. Вот, видите, Models UNET, то есть поместить в папку UNET, здесь прям подсказка есть. Я инструкций никаких не буду писать, потому что, здесь все есть. То есть просто запомните вот по видео Models UNET, нажимаете вот здесь вот, а в новом окне открываете, переходите в Files and Versions. Не надо Files and Versions переходить, давайте еще раз. Попытка номер 2. Открываем, и прямо здесь нажимаете Download. Нажимаете Download, и 5-гиговая модель скачается. После того, как она скачается, ее название будет вот такое кривое, как обычно, как кривое, просто универсальное название. Diffusion PyTorch Models FP16. Это еще FP16, не 32. То есть 32 там вообще 10 гигов будет весело. Это только одна UNET модель. То есть вы когда ее скачаете, переходите уже в папку Conf.ui, переходите в папку Models, переходите в папку UNET моделей. Так, UNET модели. И вот сюда вот помещаете вот эту скачанную модель. Я ее переименовал вот так вот. Colors UNET FP16. Чтобы было понятно, какие UNET модели. Иногда UNET модели другие нужны, иначе вы просто запутаетесь. Они у вас все одинаково будут называться, не поймете, какую надо выбирать. То есть дайте название Colors, чтобы понимать, что это Colors и что это FP16. А вот UNET. UNET тоже лучше дайте название, чтобы потом где-то в каком-то большом, может, списке ее там в поиске может найти. Понимать, что это именно UNET модель. Так, переходим обратно. И все, больше здесь делать ничего не нужно. Схему закинули. Install Missing Custom Nodes нажали. UNET модель закинули. И вот такая вот получается схема. Так, я не знаю, смогу я уложиться, чтобы это объяснить. В общем, смотрите, load. Давайте просто хотя бы по группам вам объясню. Load — это загрузки. Здесь просто модели, которые участвуют в загрузках. Я их прям вынесу отдельно. Здесь у нас латентное пространство загружается 1000, видите, я так вот использую 1408 на всякий случай, чтобы потом большие изображения прям быстро подкинуть и сгенерировать. И простой, то есть не обязательно вот этот узел не нужен. Дальше у нас Y, обязательно загрузчик используется, и Y берется от SDXL, потому что база вот этой модели Colors — это SDXL все равно. Вот, дальше у нас идет загрузчик модели, это модели Colors обычно и загрузчик языковой части этой модели. Я выбираю квантованную модель 8, то есть средняя между FP16, это очень большая, а Quant 4 это самая маленькая, средненькая я выбираю, и мне кажется, разницы от FP16 особо нет, просто квантованная, а та не квантованная, а просто FP16 подрезанная по точности. Вот. Дальше у нас, давайте я так по порядку, чего вы знаете, сначала пройду. Здесь у нас просто переводчик стилей, здесь ничего сложного нет, seed и конечное изображение, которое будет сгенерировано. Используется. Я пока Q-prompt нажму, чтобы нам просто не ждать. Вот. И теперь у нас, значит, здесь есть изображение, которое мы на вход подкидываем, load image, то есть с которой будет браться что-то, будет браться. Пока не все модели здесь поддерживаются, но часть моделей, некоторые поддерживаются основных. Поддерживается, по-моему, Kenny, поддерживается OpenPose, Depth, по-моему, карта глубины поддерживается, еще какие-то LineArt, по-моему, поддерживается. Короче, сейчас давайте посмотрим, потестируем что-нибудь. Вот, смотрите, то есть это сейчас генерация прошла, то есть вот женщина в стиле, да, стиле здесь выбрал watercolor, то есть водяные краски, типа, watercolor, водяные краски. И промпт вот такой вот, женщина в строгом костюме. А стиль описываю вот этим вот стилем, то есть выбираю просто. И вот получается у нас по Ctrl-NET трехпалая женщина генерируется вот такая. Ну ладно, я думаю, если несколько генераций сделать, она будет и пятипалая, то есть нормальная. Вот дальше мы это изображение закидываем в препроцессор. Это обычный препроцессор, который мы используем. Он находится вот здесь вот. Там, я знаю, Оливия там другие какие-то препроцессоры советуют. Я вам все-таки советую использовать препроцессоры. Вот эти вот. Я просто тестировал и пришел к выводу, что вот эти вот Ctrl-NET Preprocessors и AIO, да, AIO, AUX Preprocessors, вот этот вот препроцессор, они нормальные, как бы работают они нормально. Здесь хороший набор препроцессоров, адекватный, понятный. То есть выбирается. Дальше мы используем
Вот этот загрузчик модели, кстати, видите, я его не вынесу в загрузчике, но оставил его здесь в ControlNet. Это загрузчик UNet модели FP16, который мы скачали, поместили в папку UNet. И дальше у нас используются другие кодировщики здесь. Не те кодировщики, которые мы использовали вот в этой обычной схеме. В эти кодировщики мы подаем позитивный, негативный промпт. А позитивный промпт сюда подается, а негативный и подается вот сюда вот у нас UNet клип модель, да, клип, наверное, правильно. Но это LLM модель, тут LLM клип модель, короче, которая будет кодировать эту подсказку. Вот, и дальше мы это подаем, куда подаем? Дальше мы подаем это, естественно, в apply ControlNet. Это основной узел, в котором мы задаем вес нашего препроцесса, нашего ControlNet, извиняюсь. И сюда мы подключаем и еще дополнительные узлы, которые... Короче, мы сюда подключаем модель, вот это основной узел, да, load модель, это стандартный узел загрузки модели ControlNet. Но мы напрямую его загрузить не можем, потому что нужна вот такая проставка. Это проставочный патчер, который патчится с помощью модели UNet. Он, в общем, патчится и позволяет нам использовать обычные SDXL ControlNet. Но обычные, да и не все, как бы у вас не все будут работать обычные модели. И вот я методом экспериментов пришел, что модели вот эти вот универсальные, all-in-one или плюс-плюс, или Union, они еще называются, они же Union, они же, да, all-in-one. То есть они работают. Вот эта модель all-in-one, которую я на прошлом уроке показывал, которую я вам в начале этого видео показывал, в начале этого стрима, вы можете скачать, там есть два варианта, есть Pro Max, есть All-in-One. По-моему, и тот вариант работает. Просто выбираете одну модель и дальше уже только выбираете препроцессоры. Выбираем препроцессор OpenPOS, генерируется OpenPOS, эта модель поддерживает эту OpenPOS и поддерживается вот этим вот Colors. Давайте поменяем. Выберем, например, что-нибудь другое, ну, Kenny, например, давайте выберем. То есть выбираем Kenny. Смотрите, опять же, не все препроцессоры, это стандартный препроцессор, он никакой там нет Colors, просто стандартный. У него он здесь прописан, да, ControlNet AUX, по-моему, называется. То есть если вы хотите именно, ну давайте я сейчас нажму QPrompt, да, вот управлять с этими контурами, вы просто подключаете другой препроцессор, именно Kenny. Если прям вы, ну, строго с ним работаете, вот через поиск находите Kenny, да, выбираете. Вот обычный такой вот Kenny подойдет. То есть выбрали, и здесь уже можно регулировать количество вот этих вот контуров. И просто вот заменяете вот этот узел, тогда вот так вот. То есть через него прогоняете. Если вам это нужно. Если не нужно, просто это универсальный. Здесь достаточно выбрать. И вот это тоже работает. То есть этот ControlNet работает, эта модель поддерживается. Сейчас у меня Pro Max стоит, нормально работает, нормально пользуется, зафиксирован. То есть никаких проблем нет. Denoise у меня стоит единица, то есть никак не участвует это латентное пространство. И более того, у меня это изображение в латентное пространство вообще никак не подключено. То есть чистое латентное пространство шумовое идет вот сюда вот. Подключено Denoising Strength единица, то есть по максимуму. То есть Kenny вот работает, то есть можно им пользоваться. Давайте попробуем какой-нибудь Depth Anything препроцессор. То есть это уже карта глубины будет. Такая детальная карта глубины. Давайте загружается. Мощная модель, тяжеленькая. Точнее, препроцессорами тяжеленький. Время, видите, занимает загрузка. Обычный Midas, он побыстрее, то есть он попроще. Anything там, она, по-моему, 2 гига где-то весит точно. Или 3 даже. 2, наверное. Так, автоматик я не выключил. И не экономлю ресурсы компьютера. В частности, оперативной памяти. Так, ну что у нас там происходит? Надеюсь, она не скачивается у нас. Не, она должна сгрузиться. У меня была она скачана. Неприятное ожидание. Долгое. Давайте я это дело попробую прервать. Но, наверное, мне так просто не получится. Придется перезагрузить. Так, перезагружаюсь. Что-то не так просто пошло. Сейчас мы вернемся очень быстро, схему закинем. Это будет быстрее, чем это все ожидать. Так, у меня уже сегодня 15 меток
я сделал. 15 тем уже разобрали. И у нас еще несколько тем есть. А время уже 2 часа 20 минут прошло. Я старался сегодня быть быстрым. Так, давайте продолжать. Давайте выберем просто какой-нибудь препроцессор попроще. Depth Anything, наверное, вот это был. Так, где Midas у нас здесь? Где-то и должен быть Midas. А вот он Midas. Midas Depth, видите? Они тут немножко по-другому как называются, в отличие от автоматика, там Depth все они. Вот она, карта глубины сгенерировалась. Все, сейчас должен подтянуться этот препроцессор, и, точнее, модель должна подтянуться из All-in-One. То есть, точнее, она не подтягивается, она универсальная модель. То есть она в себе содержит все, как бы, обучена на всем. Но это другая технология немножко от обычных ControlNet. Видите, тоже Depth работает, то есть вполне рабочая штука. Стиль у нас просто везде один стоит, Watercolor, я везде на нем шурую, то есть, ну, я не буду сейчас менять, я так думаю, основное, как бы донести до вас суть вообще всего вот этого дела. Давайте попробуем еще, что здесь работает. MLSD, кстати, тоже, я думаю, должна работать, это те же самые контуры, должна работать, но у меня, к сожалению, под рукой нету изображения какого-нибудь помещения. Давайте какой-нибудь возьмем интерьер. Какой-нибудь стиль интерьера возьмем. Давайте какой-нибудь... Что у нас? Давайте вот такой возьмем. Совсем... Ну или не, объемчик давайте сделаем. Вот такой вот. Типа обычные квартиры. Обычные квартиры в современном новострое. Так, выбираем здесь MLSD. Так, куда у меня сохранилась картинка? Вот она. Выбираю вот эту вот картинку, ставлю, добавляю, нажимаю Q-Prompt. Давайте проверим, MLSD работает, нет. Ну, промпт, наверное, женщина будет у костра, тем более. Не очень правильно. Давайте напишем что-нибудь адекватное. Интерьер. В современном стиле. Разноцветные цвета. Текстуру напишу. Ctrl-Enter. Запускаем генерацию. Стиль остается watercolor. Будет какой-то такой рисунок. Просто проверим, есть и нет. Карта отрисовалась. Это ни о чем не говорит. Еще модель должна поддержать. Да, все работает тоже. Что-то улавливает. Так, давайте посмотрим на картинку. Вот он пуфик, вот он диванчик. Давайте попробуем какой-нибудь другой стиль все-таки выбрать. Стиль, наверное, не совсем подходит под это все дело. Cinematic давайте выберем. Нажмем Q-Prompt, посмотрим в более-менее фотореалистичном изображении, что у нас получится в итоге. Немного дольше генерация происходит через Ctrl-Net, но Ctrl-Net подключен. Модель тоже тяжелая. Все-таки. Ну да, смотрите, вот в современном стиле. Ну, не особо, конечно, красиво все это выглядит, но тем не менее видно, что черты вот эти вот основные, они улавливаются. То есть MLSD модель поддерживается. Насколько качественно, это другой вопрос. Так, давайте я сейчас закину предыдущую картинку. Здесь просто, чтобы промпт потом не писать. Давайте выберем еще какой-нибудь препроцессор для интереса. Просто что у нас еще может быть поддерживаем и не поддерживаем. Tile. Давайте попробуем Tile. Выбираю Tile. Вот это, наверное, просто препроцессор. И нажимаю Key-Prompt. То есть заблюривается изображение. Вот такое заблюренное. После препроцессора оно получается. Давайте посмотрим, что у нас на выходе будет. Сработает ли модель с этим Tile. То есть, если она сработает, должен как-то стиль, наверное, улавливаться. Но основная концепция изображения, то есть стиль, поза там все. Так, ну, не знаю, то ли вот watercolor повлиял, давайте отключим просто. Стили вообще все отключим. Просто женщина в строгом костюме должна быть.
одежда как-то улавливается, но мне кажется, все-таки он не очень работает. То есть что-то уловилось, какое-то описание, именно композиции, по-моему, вот композиция, а стили почему-то не подтягивается. То есть вот тайл, он, по идее, он должен и стиль тоже подтягивать, он должен все учитывать. Ну, что-то такое, то есть он улавливает какую-то композицию, то есть если там блок композиции взять, получается, блок композиции задействуется, а вот блок за стиль, который отвечает, почему-то не задействуется. Вообще должен задействоваться все, и блок композиции и стиля работает не в полной мере, получается, вот этот вот тайл. И что у нас еще есть? Да, я скоро буду 24/7 стримить. Мне только надо как-то еду научиться закидывать. И тогда можно вообще безгранично. Так, ну ладно, давайте остановимся на вот этом деле. Не остановимся. Вот, смотрите, Scrabble. Scrabble вообще классная штука. Так, это не тот Scrabble, я не про такой хотел. Scrabble, от который каракули понимает, то есть наши наброски какие-то. Так, Scrabble. Так, это не те наброски, которые я хотел. Pidnet. Так, главное, чтобы он скачиваться не начал. Я вот не помню, какие я пробовал. Так, Xdoc. Так. Нет, что-то не так пошло. Во. Ну, такие похожи. Вот эта модель Xdoc, наверное, подходит. То есть можно что-то набросать, такие какие-то контуры, скажем, от руки что-то, ну, белым цветом на черном, да, вот набрасываете, подкидываете вместо вот этой вот группы препроцессора, да, прям вот их байпасите, и вместо них, то есть их байпасите, и вместо них прям подключаете вот свою же картинку, которую вы набросали. И можете вот уже вот с помощью этой модели как-то использовать вот это вот ваши наброски. То есть, в принципе, видите, поза тоже уловилась, то есть более-менее эти наброски как бы учитываются. Можем, естественно, какой-то стиль там применить, то есть это все вполне реально. Давайте какой-нибудь стиль все-таки применим. Что у нас есть еще, чем мы не применяли? Ван Гог. Watercolor, психоделик. Давайте психоделик какой-нибудь попробуем. Так, началась генерация. Сейчас просто в другом стиле посмотрим. То есть у нас Caraculate, Scribbles применяется вот стиль психоделик какой-то. Ну, то есть работает. То есть можно запросто что-то набросать, описание какое-то составить, стиль какой-то применить более-менее нормальный. То есть все будет работать. Давайте переходить, наверное, к другой теме. Блин, еще 3 темы. Следующая тема ControlNet. Следующая тема ControlNet Pro Max. Как раз таки вот этот ControlNet, который я хотел вам сравнить. Сейчас сразу нажму Q-Prompt и покажу сейчас потом эту схему. Здесь у нас небольшое описание, как всегда, обычный стиль какой-то там можно. Я есть негатив, выбираю Efficiency Loader, сразу загрузил модель, выбрал модель обычную SDXL, Fluently из Fux, который используется. А дальше сид загоняю везде одинаковый, то есть чтобы везде был одинаковый сид. Латентное пространство загоняю тоже везде одинаковое. Дальше у меня есть ControlNet. В первом ControlNet я выбираю универсальную модель Union или All-in-One Pro Max, это которая последняя модель. А здесь во втором наборе выбираю модель All-in-One, просто обычную модель, в смысле тоже универсальную Union модель, но которая перед Pro Max была, чтобы чисто сравнить, посмотреть разницу. Ну и вы также сами можете по этой схеме взять, потестировать. То есть, и выбираю уже модель обычную нормальную, то есть Kenny, да, то есть Kenny XL, то есть вот обычная настоящая модель, которую мы раньше себя использовали. Здесь выбирается препроцессор, который будет использоваться, и выбирается, да и в принципе и все. То есть это для OpenPOS, это не столь важно, чтобы сейчас нам голову не пудрить. То есть просто Kenny, вот результат работы Kenny препроцессора, это все подается одно и то же везде, с одинаковым сидом генерируется, одинаковыми настройками полностью. Вот такие вот изображения у нас в итоге получаются. Давайте я сейчас так приближу. Какой-нибудь перенесу вот так. То есть это у нас первое, это Pro Max сгенерировало. Второе, это предыдущее
предыдущая, значит, модель тоже All-in-One без Pro Max приставки, а это обычная модель Kenny. И, кстати, вот смотрите, обычная модель Kenny даже не лучшая, она сделала. Вот лицо здесь более искажено, то есть искажения более существенные. То есть вот, ну, что, в принципе, предыдущее, что вот, вот это вот Pro Max универсальная модель, они нормально и та делают. Здесь немножко с глазами просто почему-то получше вышло, но в принципе, я вот насколько пробовал, заметил, что Pro Max в некоторых случаях немножко лучше работает. Давайте теперь еще раз посмотрим на промпт, это тоже ведь важно. Женщина на пляже, красивое лицо, высокая детализация. Все, здесь больше ничего нет. То есть просто женщина на пляже. То есть нет описания одежды, потому что вы можете сказать, ну тут одежда лучше получилась. То есть нет описания одежды, не имеет значения, что одежда там здесь такая, то есть и нет его описания. То есть, но мы можем описать, давайте напишем какой-нибудь там в зеленом платье, давайте напишем, чтобы уж видеть цвета. Да? Ну, мне кажется, это не имеет значения для CTRL-NET. Так, в зеленом платье нажимаем Q-Prompt, еще раз проверим на всякий случай. Может быть, у кого-то будет не зеленый, а синий. Так, вот здесь, кстати, бежевые, смотрите. Опа. Здесь тоже синие какие-то. Нет, даже синего и нету. Здесь черные оттенки. А настоящая модель тоже ничего не сделала в синем. Так, почему? Ой, в синем, в зеленом. Давайте купальники напишем. Вообще платье это... Нет, платье это все. Нет, это платье. Красивое лицо. Давайте уберем вообще токен лишний. Так, промпт прошел. То есть через эти CTRL-NET промпт проходит. Вот зеленого платья, кстати, нигде нет. И здесь тоже нет. Вот этот токен пропал. Ладно, давайте пойдем другим путем. Я чувствую это за модель. Давайте выберем модель, которая мне нравится, которая меня никогда не подводила. Realistic Vision XL, я ей точно доверяю, на ней много раз работал. А вот эта Fluently, на ней я так начал только экспериментировать. Она прикольные арты делает, но может она промпт хуже слушается. Сейчас проверим. Если это то же самое делает, то значит не имеет значения. Не в модели дело. Не, похоже, да, не модель делал, везде вообще белое платье получается. И здесь тоже. Не, можно на райту использовать, разницы нет. Давайте обратно переключимся. Пускай будет на той хотя бы что-нибудь попробуем, что-то новенькое. То есть модель Fluently XL V3. Давайте теперь попробуем OpenPose модель. Ну, цвет почему-то не захватил. Я так понимаю, что если понизить, наверное... Ну, давайте попробуем тогда уж. Кстати, у меня здесь понижен. Кстати, strength, видите, вес понижен. И здесь, и там. Давайте до 0,5 понизим. Вообще пром должен же учитываться. Это не colors, да. Я сейчас это... В предыдущем у нас это... Предыдущая тема была про colors, там такого бы, скорее всего, не получилось. Там промпт оценивается нормально. Так, и здесь у нас, кстати, это входное изображение подмешивается. Это модель All-in-One, просто обычная, это Pro Max слева. А эта модель просто обычная, нормальная модель SDXL. Ну, подмешивается исходник, короче, в промпт. Ну, вот такие дела. Короче, исходник подмешивается, цвет, и цвет забирается. Давайте 0.7, наверное. Давайте 0.5 оставлю. Ладно, давайте попробуем взять модель, например, OpenPose. OpenPose препроцессор. Да, и вот здесь у меня был загружен другой OpenPose препроцессор. Давайте я его и добавлю, DV. Почему? Потому что с этим препроцессором будет нехорошо. То есть давайте добавим вот такой препроцессор OpenPose. Я его переподключу. И отсюда удалю руки. И удалю отсюда лицо. Потому что с этим не будет работать вот эти универсальные модели точно. Это вот 100% они работать не будут. То есть будет нехорошо.
Так, и здесь нам ничего выбирать не надо. Есть у нас не универсальная модель, которую нужно выбрать. Здесь выбираем OpenPOS для SDXL модели. Например, самую большую 5-гиговую выберу модель. Нажимаю QPROM. Давайте посмотрим, насколько разница. Так, 5 гигабайт о себе знать. Ну, не дождался я, все-таки я сбросил. Короче, 5-гиговая модель, она ушатала мою видеопамять, похоже. Ну, с учетом того, что у меня стрим еще пишется и обрабатывается камера, так-то у меня все это работало, я это проверял. Но вот эти 3 модели одновременно, то есть эти по 2,5 гигабайта весит модель универсальная, это 5-гигабайтная модель. Давайте я выберу, наверное, модель не 5-гигабайтную, а обычную, вот, ну, такой полегче немножко. Лора, вот, которая RNG 256, иначе не потянет, похоже, она у меня. Видеопамять просто забивается, либо надо заключать опять все настройки камеры, что-то мне неохота. Так, ну я думаю, я у вас появился, надеюсь, появился. Так, препроцессор сейчас подгружается. Там препроцессор тоже не кислый. DVPOS, по-моему, не маленький точно. Так, ну что у нас? Будет она работать или нет? Ждемся. Так, что-то непонятно. Что мы ждем? А я что-то нажал и забыл, похоже. Дожал. Нажал, да не дожал. Все, нажал, теперь сгенерировалось. Так, у нас промпт тот же самый. Зеленый платье там, по идее. О, кстати, Pro Max слился. All-in-One слился. А модель Normal тоже слилась. Что-то не так, значит, происходит. Так, OpenPOS препроцессор. Давайте посмотрим. Что-то почему-то не сработало. OpenPOS. Ладно, давайте обычную подключим. Вот такую. И еще раз нажмем. Модель SDXL. Все правильно, SDXL. Не, все нормально. Так, здесь пейзаж, но нормально должна генерировать. Давайте посмотрим. Да, нормально генерирует. А вот эти OpenPOS почему-то не стали работать. Так, ну я что-то, мне кажется, думал, что OpenPOS работает. Но без вот этих вот прибамбасов. Так, давайте еще раз попробую с отключенным лицом и с отключенными руками. Вот такая вот схема должна работать. Не работает. Так, может быть вес 0,7. Мне казалось, что она работала. Так, еще раз. Не. Да, OpenPOS, значит, не работает. Да, вот OpenPOS в этих универсальных моделях, получается, с SDXL не хотит работать. Какой-то особенный препроцессор, если поставить. Но, по-моему, нет. Давайте сейчас еще раз я посмотрю. Может быть, какой-то еще раз OpenPOS. Так, OpenPOS. Давайте вот такой попробую препроцессор. Это другой.
Но Depth, она точно работает. То есть, ну, вы видели и в Colors мы использовали, там она работает, и здесь тоже будет работать. Depth, ну, в принципе, у нас в Colors работала и позы, то есть там позы работали, проблем никаких не было. Почему-то здесь мне казалось, что позы все-таки должны работать. Что-то я не смог заставить. А вот здесь, кстати, заработало. Наверное, мужчина какой-то получился. Ладно, давайте я потом посмотрю. Наверное, скорее всего, в Colors надо посмотреть, какой я там препроцессор использовал. Наверное, что-то я не то использую здесь. Так, Scribble работает, Depth работает, Tile работает только композиции, то есть не работает именно стиль, то есть стиль не перенимается, но это мы видели только что. В принципе, показывать смысла нет. По поводу вот позы, да, надо разобраться. Вообще поза должна работать. Так, и давайте, наверное, переходить к следующему. То есть в плане сравнения как бы что-то не удалось. Я думал, все это быстрее будет, что-то немножко не быстро получается. Ладно, давайте еще Midas сравним. Midas Depth. И здесь тоже Midas выберем. Так, Midas Depth выбрали. Так, препроцессор вот Depth. Нажимаем Q-Prompt. Давайте сравним. Зеленое платье опять же должно быть. И, по-моему, зеленое платье. Ну, какие зеленые оттенки теперь появляются. Здесь появились хотя бы зеленые оттенки. Но здесь такие какие-то разноперые оттенки появились. Ну, это обычная модель. Так, вот обычная модель, да. Это у нас модель All-in-One обычная, это Pro Max модель. В принципе, что та, что это работает нормально. Мне кажется, даже лучше, чем обычная модель SDXL Depth. То есть такая, в принципе, не тяжелая модель. Там на 2,5 гигабайта заменяет вот эти модели. Ну, что еще можем попробовать? Наверное, хватит. Аниме, да, кстати, аниме можем попробовать. Что у нас есть из аниме? Мы не пробовали еще аниме. Так, манга, Line Art. Давайте аниме Line Art препроцессор. А здесь у нас есть, по-моему, есть тоже. Line Art SDXL есть. Все, нажимаем Q-Prompt, смотрим, проверяем. Так, универсальная модель сгенерировала. Line Art, кстати, покажу сейчас препроцессор. Давайте. Так, у нас препроцессор неправильно отработал. Не тот, значит, я выбрал. Line Art препроцессор. Давайте обычный выбираю. Так, почему-то препроцессор что-то не то выдает. Аниме POS. Это не то. Что-то. Так, ладно, давайте какой-нибудь Line Art пробуем. Так, реалистик Line Art. О, давайте его возьмем. Просто препроцессор вот такой вот. Вот теперь правильно. Карта глубины, точнее, карта получилась. Line Art. И теперь смотрим уже на препроцессор. Цвета зеленого платья нет, ни здесь, ни там. Блин, я, может, слово зеленый неправильно написал. Почему так? Давайте green напишу. Green dress. На всякий случай. Что он не переводится почему-то. Так, здесь почему-то синие платья пошли. Green dress, высокая детализация. Еще разок. Вот зеленое платье. Есть. Так, в общем, это Pro Max. Это All-in-One. А это обычный препроцессор, который Line Art. Но что-то здесь не так сдалось. Он, похоже, не со всеми препроцессорами работает. Line Art это обычный нормальный.
То есть, ну, вот эти вот работают. То есть, они учитывают, видите, вот эти вот все контуры. То есть, line art отрабатывает. Key отрабатывает, depth отрабатывает, normals, по-моему, отрабатывает тоже. Ну и позу надо с ней тоже поразбираться. Должна вообще работать поза. Ладно, давайте переходить дальше. Это уже все к 3 часам длится. Ссылки все здесь будут. То есть, как скачать, там перейдете вот сюда вот. Вот они 2 модели, обычная и Pro Max подписаны. Это найдете. Так, переходим. Переходим теперь к Aura SR. Так, Aura SR. Давайте схему я закину. Вот такая вот схемка. Я ее взял с изображения, которое там прилагалось на странице разработчика. Так, на странице разработчика есть, значит, модель. Модель называется вот так вот. Модель. Куда ее помещать, давайте покажу. То есть вы скачиваете, нажимаете по кнопочке, скачиваете расположение, заходите в Conf.ui, вы заходите в Models. Здесь у вас после установки Aura SR вот этого вот узла создается вот эта папка. Если не создалась, сами ее создавайте. Вы создаете, то сюда помещаете эту модель, потом как-то ее переименовываете. Я переименовал вот так вот Aura SR Model, ее назвал. И все, этой модели уже достаточно, чтобы это все работало. А для того, чтобы вот эта схема точнее работала, вы ее закидываете и выбираете здесь потом менеджер Install Missing Custom Nodes. Вы установите узел. Вот это вот как раз-таки, сейчас я покажу страницу разработчика. То есть вот эта страница разработчика. Здесь, кстати, нифига не понятно, что он вообще делает и как это должно работать. Я понял, как это должно работать по вот этой страничке. Это страница Aura, ихняя сайт, по-моему, или блог какой-то Aura. И здесь они рассказывают, что это такое. GigaGain — это один из мощных апскейлеров, который вот до такого вот уровня апскейлит. Это именно апскейлер. То есть, если вы думаете, что это какая-то техника, да, апскейл, это не техника, это именно модель. То есть, это вот ближе к CX, к Remacri, то есть апскейлерам, к ESRGAN апскейлерам или дата апскейлерам. То есть, это именно вот апскейлер, как вот классический апскейлер. То есть, без всякого ресэмплинга, то есть, без пересэмплирования. То есть, это именно просто апскейлер, который улучшает изображение, как мы в Extras в автоматике, да, если кто из автоматика, там вы выбираете модель, там SIAX, к примеру, или там Ultra Sharp, да, и сделать 4-кратный или там 2-кратный апскейл. То есть это вот именно такие апскейлеры, то есть без пересэмплирования. И вот он, естественно, здорово сохраняет именно элементы на изображении, как вот типа супер, да, но это конечно, не как супер работа, похуже, я сразу скажу, но скорость работы, она вообще просто колоссальная. То есть вот пример вам страницы, то есть вот так было, вот так стало. То есть скорость там просто моментальная. То есть он реально моментально практически апскейлит там какие-то несколько там десятки секунд. То есть супер там работает. Во-первых, не у всех он работает, то есть не у всех памяти хватает ресурсов его запустить. Эта штука вообще не особо ресурсоемкая, и скорость работы очень высокая. Вы сейчас посмотрите сами на скорость работы. Так, страница разработчика, я помню. Да, вот она. То есть здесь ничего не понятно, но здесь понятно, как поставить, где ссылка, да, вот есть ссылка на эти модели, вот сюда нажимаете и по этой ссылке переходите. Но я вам ссылку это все равно приложил отдельно. В принципе, здесь еще показано, куда положить модель, да, вот видите, Models Aura SR, то есть RSR. Сюда ее помещаете и устанавливаете необходимые узлы. Еще здесь советуют поставить вот эти вот дела. Я, кстати, сначала не понял. Я смотрю, как бы вот по вот этой схеме, не работает вообще апскейлер, то есть ерунду какую-то вообще выдает. То есть, вот сейчас я загружу, то есть выдает какую-то ерунду. Как бы, не особо как бы апскейл такой хороший. И вот на странице разработчика он почему-то советует вот эти вот узлы там для удаления дефектов, для удаления апскейлера вот это использовать. И вот этот апскейлер, он, по-моему, лучше особо не делает. Видите, вот он немножко как бы... в принципе, да, проапскейлился нормально, но мне кажется, без вот этого вот дела все это апскейлится лучше. То есть сейчас сбайпасим, давайте посмотрим. И не все изображения поддаются такому апскейлу. Вот именно такие заблюренные, да, вот он заблюрен со стороны, да, лучше, видите. То есть вот это лучше вообще выключить. То есть реально вот это не нужно. Я, наверное, вам ее пересохраню, эту схему с байпасенными вот этими вот узлами. Потому что
Так, вот сюда давайте. Раз, два, три назову сейчас сразу, чтобы не забыть. Потому что я потом забуду эту схему сюда положить. И положу вам сразу нормальную схему. Это отсюда удалю. Чтобы у вас сразу получилось более-менее нормальный результат. То есть скорость апскейла очень высокая. Но работает не со всеми изображениями. И не со всеми размерами изображений. Кстати, вот это важный момент. Сейчас, кстати, наверное, придется пересохранить эту схему. Смотрите, вот, ну тоже нормально, да, вот лошадь была, то есть получилось. Смотрите, входное изображение, которое я брал, 256 пикселей. Другое изображение, которое я брал, 256 пикселей. То есть изображение очень маленькое. Итоговое изображение, которое отсюда выводится. Сейчас посмотрим, давайте сейчас сохраню его. Посмотрим его размер, просто вот так вот. Вот так вот, наверное, какой-нибудь сюда его. 1024 на 1024. То есть это 4-кратный апскейл, вот такой вот апскейл из вот такого вот изображения. Но если вы начнете сразу закидывать какие-то изображения ваши, которые вы сгенерировали, ну, скажем, вот такое вот, да, изображение мы закинем, то вы ничего, скорее всего, не получите, вообще результата никакого. То есть он сейчас будет долго думать, потому что входное изображение достаточно большое, 1024. И ничего хорошего, ну, не получится в итоге. Это вообще 2000 пикселей. То есть зря это все затеял. Так надо поменьше сделать. Какое-нибудь взять поменьше изображение. Ну, допустим, вот такое вот я возьму. 768 на 768. Вот, скажем, вот фотография реальная, да? Запускаем. Сейчас посмотрим. И, скорее всего... Так, он вообще-то... Я не отменил. Теперь все отменил. Ладно, еще раз запускаю. Все. То есть вот такой апскейл получился. Ну, в принципе, вообще как бы ни о чем. Так себе что-то. То есть вот он предназначен для апскейла, в принципе, маленьких изображений. Давайте попробуем. Просто сейчас вот мне в голову пришла мысль сделать даунскейл здесь. Я сейчас апскейл выберу. Апскейл image. Подключу сюда изображение. Прогоню это изображение через всю эту систему. Допустим, до 512 я понижаю, а высоту на нуле оставляю, чтобы это универсальное значение было. Ну, пускай Lenses возьму получше апскейлер, чтобы побольше деталей сохранил при даунскейле. И вот теперь посмотрим на результат, то есть стало ли изображение лучше. Но оно стало получше немножко, но исходя вот из того, что изображение, если оно уже имеет нормальный размер, то, скорее всего, как-то сильно восстановить, наверное, не получится. Давайте попробуем, сколько там, 256 они, да, делали? 256, давайте попробуем 256. То есть еще как бы хуже изначально делаем, чтобы получить его лучше. Ну, такой вот абсурдная какая-то штука. То есть вот моментально, да, но не, лучше не получается. Давайте там побольше, 768 просто для эксперимента. Что-нибудь попробуем. То есть какие-то совсем маленькие изображения, вот он восстанавливает неплохо. То есть, ну, там пример, да, вот с этими вот животными. Ну, в принципе, это тоже проапскейлилось изображение. Деталей, кстати, больше стало. Ну, да, вот смотрим. Деталей больше стало, но они не особо хорошие. Давайте запустим вот эту вот группу, которая устраняет дефекты. JPEG, короче, эффекты JPEG устраняет. Но особо лучше не стало. То есть примерно как так осталось. Но изображение, ну, подетальнее, да, стало подетальнее, но с таким, в общем, изображением, которое более-менее нормальное, смысла особого как бы сильного нету. То есть, ну, восстанавливает какие-то, но мне кажется, такой шарп какой-то получается. То есть вот изображение совсем маленькие, с ним, да, круто. То есть он, вот смотрите, прям восстанавливает нормально, то есть вполне. Здесь, кстати, я еще повысил, получается, размер, сейчас будет очень большой. А, вот, кстати, повысил большой, и уже получается фигня. Опа, да, вот уже теперь фигня. А если сейчас здесь 256, кстати, не... это подключаем сейчас все. Да, то есть 256 это не влияет, то есть апскейлер. То есть вот маленькое изображение восстанавливает, то есть 4-кратно, то есть из такого, и совсем, короче, плохих изображений
но ровных. То есть оно именно в низком разрешении. То есть просто низкое разрешение поднимает. Но изображение должно быть нормально. Кривой какой-то все будет, оно пересэмплироваться не будет. Такой вот, короче, апскейлер. В принципе, здесь вот, да, хорошие детали получились. Может, какое-то еще изображение взять? Я даже не знаю, какое еще есть изображение, например. Ну, вот такой давайте какой-нибудь рисованный возьмем, посмотрим, что с ним у нас будет. Так, это 256, наверное, неправильно, 512. Ну, нет. То есть, ну, грубо говоря, так, устраняет заблюренность, получается. Наверное, вот так правильно описать. Блин. То есть устраняет заблюренность изображений и низкое разрешение. То есть, ну вот с таким изображением уже, кстати, уже получается не работает. То есть он просто контуры какие-то выделяет. То есть что-то есть, но немножко не то это. Вот такое, да, если взять изображение, тоже оно уже большое само по себе изначально. 768. Ну, какой-то типа шарпа такого получается. Шарп. Давайте я вот открою просто полностью изображение. И вот исходное изображение открою рядом вот так как-нибудь. Ну, нет, ну что-то, в общем-то, зашарпил. Ну, такое. То есть заблюренное изображение, да, восстанавливает с этими... То есть как вот апскейлеры, которые мы сегодня рассматривали, да, которые я в автоматике вот показывал, который в Conf.ua есть на курсе там Tile Diffusion. То есть там апскейлер другого уровня вообще получается. То есть это чисто для заблюренности. Давайте, наверное, переходить к следующей теме. Короче, да, умный шарп и подходит, наверное, получается не для всего. То есть вот в таких вот случаях, когда вот такие-то изображения, да, подходят, то есть здорово. А в других случаях, то есть когда какое-то изображение непонятное, то есть не просто заблюренное и низкого разрешения, то есть такое уже, наверное, не сработает. А так быстро работает, да, хорошая штука. Вот если вот такое-то им нужно. Переходим к следующей теме. И на сегодня последняя у нас тема Auraflow, модель Auraflow. Давайте еще перейду на страницу. Страница от разработчика. Вот такие генерации здесь у нас показаны. Есть описание. Есть, кстати, здесь вот такой пост, блок-пост. Нажимаете по нему. Здесь более детальное описание этой модели. Можете почитать, там перевести его. Здесь все переводится, все нормально. То есть можно посмотреть, то есть описание. В общем, одна очередная модель на основе Stable Diffusion, эта модель в любом случае, но просто какой-то другой подход. То есть это именно движок другой. То есть движок модели все равно на базе Stable Diffusion, но это не SDXL, это не SD 1.5, то очередной новый движок. Так, сейчас это позакрываю. Так, еще раз открою схему. Смотрите, здесь Files and Versions нажимаете и можете скачать модель на 16 гигабайт вот это вот. И еще Conf.ua Workflow можете тоже к ней скачать. Тоже это Workflow. И еще, по-моему, здесь config файл. Не config файл. Так, давайте посмотрим назад. Нет, просто модель, по-моему. Давайте я сейчас загружу схему, то есть закидываем схему. По-моему, здесь используются, да, вот узлы Auraflow, да, используются. То есть вам придется нажать Manager, Install Missing Custom Nodes, установить вот эти вот узлы Auraflow, которые являются патчером модели. То есть обычный загрузчик моделей. Соответственно, модели вы помещаете в ту же самую папку. Автоматик, да, видите, ну, где у меня все модели хранятся, то есть, автоматик, извиняюсь, Conf.ua Models и Checkpoints. Туда помещайте. Я создал папку Auraflow на всякий случай, если еще какие-нибудь модели появятся, чтобы я их не путал просто. И все, дальше у нас обычный используется клип, кодировщик, обычный используется латентное пространство, ничем не отличается.
Кстати, SDXL латентное пространство, по-моему, не работает. А вот кот уже ругается. Обычное латентное пространство вот такое работает. SDXL вот эти вот с набором, по-моему, не работает. K-сэмплер работает. Efficiency не пробовал, но может, кстати, не работать. И все. То есть обычная схема, прям вообще примитивная. Как и в Stable Diffusion 3 используется вот такой патчер, и все. Здесь какой-то shift стоит и какой-то параметр. Вот, но это разработчики, они сами подобрали. Нажимаем, давайте QPrompt, посмотрим, что у нас получится. Модель на всякий случай давайте надо перевыбрать, чтобы точно была эта модель. 16-гиговая модель загружается и будет работать. Вот такие вот настройки есть выбраны. Это Union PC. Ух ты. Так, что-то у меня все вылетело. Так, я надеюсь, я в стриме. Не, наверное, нет. Ребят, я с вами? Или нет? Если с вами, если вы меня видите и слышите, дайте плюс. Короче, после запуска этой страшной модели у меня просто все отрубилось, даже OBS. Короче, прям все вырубило сразу. Модель меня наказала. 16 гигов я что-то не переварил вместе со стримом, но давайте еще попытку сделаем. Мне, по крайней мере, я теперь понял, как возвращаться в стрим. Оказывается, можно его продолжать легко. Так, я устанавливать ничего не буду, просто нажимаю QPrompt. Повторная попытка. Дубль номер 2. Так, генерация пошла. Так, VRAM работает. Звук есть. Так, да, потребление видеопамяти 80%, но это... но это вместе со стримом, там, наверное, 70 где-то. Так, смотрите, вот такая вот генерация первая пошла, да, первая генерация. Но мы сейчас поэкспериментируем. Я сейчас так еще раз закину свою заготовку. Не ахти что-то там с качеством. Давайте я подключу сюда на вход переводчик свой любимый. Блин, а почему-то я не сохранил схему, как обидно. Convert latent to image. Давайте translate. Не, я должен был сохранить. Наверное, у меня вот так сохранилось. Сейчас мы... Вот, все есть. Да, схема есть, короче, она в черепашке. Давайте я просто вот так это удалю вообще отсюда. Вы просто берите любую из черепашек, и у вас будет работать. Любая черепашка, короче, потянет. Давайте выбираем, значит, какой-то... Давайте напишем что-нибудь интересное, что нам... Вот антропоморфная черепаха, да, сидит в метро. Ну, я там сейчас сразу покажу, то есть там в разных стилях. Вот такая вот антропоморфная черепаха, вот такая вот антропоморфная черепаха сидит в метро, короче, вот стиль, вот промпт, вот стиль. Вот такие генерации 1024 на 1024. Давайте попробуем что-нибудь другое. Что-нибудь ежик, там, скажем... Нет, что мы сгенерируем? Давайте сделаем, например, векторный... Ладно, давайте я опишу что-нибудь. Там заяц с ложкой меда.
Не знаю, мне так в голову пришло. Давайте стиль опишем. Мультфильм давайте напишем. Не, мультфильм слишком прост. Давайте напишем какой-нибудь стиль выберем, какой-нибудь такой фотореалистичный. Давайте cinematic вообще выберем. Прям что-нибудь такое, что прям показала модель всю свою силу, если она есть. Так, ну вот мед есть, а кролика нет. Палец корявый, но и мед непонятный какой-то. Неправильный мед. Давайте cinematic отключим. Просто без cinematic. Вообще по минимуму просто заяц с ложкой меда. Вот плохо на странице разработчика нет примеров их промптов. Вот что они тут наделали, да, что-нибудь бы интересно было посмотреть. Или давайте посмотрим какие-нибудь промпты. Что вообще люди генерируют, может быть, что-нибудь. Какие-то видосы есть. Так, prompts. Давайте вот так это откроем. Мне просто хочется посмотреть, какой стиль написания промпта должен быть, чтобы, что-то нормально на ней получить. Так, это демо, кстати. Демка. Можете попробовать, кого видюха слабенькая. Я тоже вам сразу скину. Демо-версия. Потестировать просто промпт. Погонять. Так, а вот примеры, да, какие-то есть? Так, вот это уже хорошо. Астронавт. Так, давайте посмотрим. Слушайте, получилось. Что-то хотя бы получилось с медом. Со второй попытки. Так, сид не случайный, блин. Давайте еще раз. Сейчас случайный сид. Здесь я просто выбрал все стили вообще. Давайте попробуем, посмотрим на вот этот промпт. Страна в джунглях. Холодные оттенки. Палитра холодных оттенков. Замьютированные цвета, да, матовые цвета. Детализированные. Там, давайте что-нибудь сейчас свое на этой базе придумаем. Кролик выдергивает розетку. Кстати. Да, что-то есть, но такой не слаженный немножко. Вот, кстати, на Colors вот такого нету. То есть там слаженные прям элементы. Мне вот прям понравилось. Давайте их не прям промпт попробуем полностью. Попробуем применить какой-нибудь стиль еще, кстати. Просто к их промпту. А потом поменяем сейчас основную концепцию промпта. Посмотрим, что там получится у нас. Так, пошел 4-й час у нас. Так, посмотрим на их промпт, да, что получилось. Я бы не сказал, что это что-то прям особенное, если вот они даже на странице демо, да, вот такое прикладывают. А это примеры, да, видите, примеры. Наверное, не стоит особого внимания пока. Я просто сильных сторон пока не вижу. То есть, для начала модель хотя бы должна что-то нормальное, такое нормальное что-то генерировать. То есть, а потом уже оценивать, скажем, как она цвета видит, как она видит позицию на изображение. То есть это уже более сложные такие задачи. То есть 16-гиговая модель, в принципе, большая достаточно модель. То есть должен быть смысл ее использования. Я так понимаю, пока тут вряд ли, наверное, нечем похвастаться, раз это на демо движке примеры, да, вот такие. Наверное. Прикольно, да, прикольно, но я бы не сказал, что такое SDXL не выдаст. То есть я думаю, SDXL, она не хуже изображения выдаст. Просто стоит дальше тестировать. Давайте по цветам просто попробуем. Женщина.
в зеленом платье. У нас зеленый сегодня не получается. И красных штанах. Так, Q-Prompt. Просто по цветам хотя бы посмотрим, как вообще. То есть, ну, это самое примитивное, что можно сделать, наверное, да? Женщина в зеленых штанах. Здесь у нас холодные оттенки, это просто оттенки. По идее, не должно повлиять матовые цвета какие-то и детализации. То есть, стили мы никакие не используем. Что это? Так, я что-то не понял, то ли переводчик не сработал, почему так? Show prompt. Нет, переводчик работает 100%. Так, ну это схема-то ихняя, я ничего не придумал, то есть схема используется ихняя. Здесь я даже ничего не менял, то есть это прям изначально то, что было. Вот такая женщина. Может, она женщина? Нет, женщина. Не, вот нормальная женщина получилась. В зеленом кофте. Ну, цвета понимает, да. Это просто неудачный сид. Короче, такой вот неудачный сид, прям вообще в разнос все пошло. Вот эти настройки, я думаю, сейчас, ну, просто долго это все будет играть. Я думаю, вы поняли, как бы то, что если стоит, как бы, внимание, лучше, мне кажется, на Colors обратить внимание. Действительно очень крутые арты. Мне вот из всех моделей, которые последние выходили, понравился Colors. SD3 тоже классная модель, но пока еще она не дообучена. Как она только будет дообучена, она очень будет серьезная. То есть там возможности, как бы, понимания промпта еще выше. То есть на данный момент Colors, мне кажется, лидирует вообще. Очень неплохо, то есть генерирует. Я бы вот советовал все-таки на ней остановиться. Вот Our Flow и, в принципе, все, что с Flow, вот это вот связанный апскейлер, ну, такое все, как бы, ну, не сказать, что прям вах, что-то такое прям интересное, стоит прям внимания. В общем, наверное, вот так вот, я думаю, на сегодня стоит заканчивать то, что Our Flow, то есть вы можете потестировать в демо вот здесь, то есть перейти, там ссылочка будет, вот, так что можете сами проверить, и, может быть, я что-то вводил неправильно, что-то не так, но я смотрю, просто здесь изображение такое же примерно по качеству получается, наверное, все так. В общем, вот так вот. Спасибо, кто засидел на стриме. Сегодня был очень длинный стрим. Кто-то, наверное, посмотрит запись, постараюсь выложить вот эти вот все временные интервалы. Может быть, где-то промахнусь, но я их ставил. По крайней мере, временные интервалы ставил. Если там, где не попаду, то все шел, ну, везде шел по порядку. То есть вот эти вот все темы, они все по порядочку озвучены. Да, скоро заканчиваю, Федор. Все. Спасибо за стрим. Спасибо за участие. Вот приходите на стрим, задавайте вопросы. Кстати, готовьте вопросы. Желательно, если какие-то более сложные вопросы заранее, потому что, ну, мне нужно хотя бы денек заранее, чтобы вечер хотя бы посидеть, чтобы я там что-то подготовил. Иначе на стриме, если буду только разбирать, это будет очень долго. Вот сегодня мы очень много тем разобрали. Ну вот обо всем, о чем хотел сказать. То есть получилось у меня 18 стопов. 18 тем, получается, каких-то. Ну, наверное, так. Ладно, всем, в общем, хорошего настроения, удачной генерации. Всем пока, до встречи в следующем стриме.